Друзья, здравствуйте. Как меня слышно? Видно? Ага, окей. Вижу, что слышно и видно. Тогда приветствую вас на втором дне нашего тренинга, нашего мини-тренинга по векторам. Рад вас всех видеть. Для начала давайте договоримся про организационный момент. Значит, вопросы, сразу про вопросы определимся. Я на вопросы отвечу, как и в прошлый раз, в конце вебинара. Вот, вы их пишите, пожалуйста, в раздел «Вопросы». Он у вас есть справа вверху в этой программе. По ходу трансляции, просто общение, оно в общем чате. Но я очень рекомендую вам настраиваться вместе со мной на каждый вектор, который мы с вами изучаем, чтобы вы поймали его переживания. Ибо на них все строится и на них все работает. Так, давайте приступим, наверное, не откладывая в долгий ящик. Вспомним для начала, что мы с вами делали вчера. Вчера мы с вами поговорили о конфликте жизни и отдельных игр и поняли, что нам нравится играть в отдельные игры, в разные, в карточные, в спортивные, в жизненные, в любовные, в любые. Вот. И мы всегда тщательно стараемся понять, чем проще игра, как правило, тем лучше мы изучаем правила, как ни странно. А вот до правил самой жизни у нас, как правило, не доходит. И поэтому люди в целом несчастливы. Несчастливы. Вот, об этом мы с вами поговорили, взгрустнули и пошли дальше. Дальше мы поняли, что не хватает нам 3 элементов основных. Это понимание правил игр, это понимание поведения других игроков, и это, собственно, своей стратегии поведения. Вот. И после этого мы поняли, а я надеюсь, что мы поняли и договорились об этом, что система векторов, она помогает нам во всех этих 3 вопросах довольно неплохо разобраться, составить свое глубокое мнение, понимание и даже ощущать это. Ощущать. Это очень важно, чтобы понимание переходило в ощущение. Значит, после этого мы с вами поговорили про 2 вектора. Про кожный вектор, про анальный вектор. Напомню вам, что такое вектор. Вектор – это набор свойств. Набор свойств человека. Вектор – это, как мы говорили с вами, если лист бумаги взять, да, и поставить точку, как будто родился человек, вот эта точка начинает расширять свою территорию во всех смыслах. Она начинает завоевывать чье-то доверие, строить отношения, расти в пространстве, зарабатывать деньги, покупать имущество. То есть она работает на расширение. Так устроен любой человек. Так вот, каждый вектор – это способ, это определенный способ для этой точки расти, увеличивать свою территорию. Вот. Вспомнили немножко, да? Вспоминается? Надеюсь, что да. В принципе, из повторений это все. Я надеюсь, что на эту тему нам не надо много времени тратить. И мы можем пойти с вами дальше. Вы готовы? Вы готовы продвинуться сегодня в понимании еще 3 векторов? Готовы. Все вспомнили и ко всему готовы. Великолепно. Чудное состояние для старта. Начнем с вами с такого. Небольшое вступление мне нужно сделать сегодня. Дело в том, что я вам не так много рассказываю про то, про какие-то внешние вещи, внешние характеристики векторов, там, из разряда кто какой цвет любит, кто какие ест продукты питания, кто как выглядит, да, я больше так про суть, про переживания, да, наша же жизнь построена
на переживаниях. Вот. Но здесь сегодня мне надо вам сделать один акцент важный. Почему? Потому что вчера мы с вами говорили про нижние вектора. Есть 4 нижних вектора и 4 верхних вектора. Ну, собственно, по зонам эрогенным. 4 нижних вектора это мышечный, анальный, кожный, уретральный. А 4 верхних вектора это оральный, зрительный, обонятельный и звуковой. Да? Ну, соответственно, рот, нос, глаза и уши. Это 4 верхних вектора. Так вот, на что бы я хотел обратить ваше внимание? Это важно. Вот когда я говорю про лист бумаги, да, что мы растем, что мы появляемся как живое существо на планете Земля и начинаем наращивать территорию своего обитания. Так вот, все 4 нижних вектора, они живут на одной территории. И поэтому, в этом смысле про них очень легко говорить. Все 4 нижних вектора живут в пространстве. То есть они живут в том, что мы называем реальностью. Есть объекты, есть предметы, есть люди. Их можно потрогать, укусить, лизнуть, понюхать, ткнуть пальцем, получить за это по лбу. Это все как бы соотношение, наше соотношение с другими в пространстве, в физической реальности, в материи, в мире вещей. Да? Так вот, 4 нижних вектора это наша животная природа. Они живут в мире вещей. Поэтому, когда они расширяются, это имеется в виду завоевание чего-то в мире вещей. Вот можно, например, брать крепость. Да? Вот нижние вектора это как раз для того, чтобы, например, взять крепость. Каждый будет брать по-своему. Анальный скажет, например, давайте посмотрим, как это делали наши предки. Как в таких ситуациях сложных поступали наши деды, отцы, прадеды. Да? Посмотрим учебник. Кожник скажет, так, некогда учебники смотреть, давайте, нагоним сейчас побольше народу и задавим их массой. Уретральный вождь скажет, например, что, ребята, нет времени искать народ и изучать учебники, я и 10 лучших воинов проникнем в крепость, откроем ворота и мы возьмем город практически без боя. Ну и мышечные люди скажут, служу Советскому Союзу, и пойдут ровными рядами туда, куда их погонят. Примерно так, да? Нижние вектора, еще раз, это способ завоевания пространственной территории. Но верхние вектора, о которых мы с вами сегодня будем говорить, а у нас с вами впереди оральный, зрительный и звуковой вектора. Так вот, они живут не в пространстве. Они не живут в реальности физической. Они каждый живут в своей реальности, которую нельзя потрогать. Например, оральный вектор живет в ощущениях. Зрительный вектор живет в эмоциях. А звуковой вектор, о котором мы будем с вами говорить в первую очередь, он живет в мыслях, в смыслах, в понимании. И это очень важно. Это очень важно. Просто помните об этом, когда я буду рассказывать. И многие вещи вам будут намного более понятны. Потому что вот эти другие, скажем так, более тонкие материи, да, ощущения, эмоции, мысли, на самом деле это кажется, что это что-то такое менее осязаемое. Это намного более значимые вещи. Намного более значимые вещи. Потому что понятное дело, что можно заставить человека чисто физически в пространстве, его тело посадить в кандалы, стегануть кнутом и заставить работать. Но так много не заставишь. Будут отказываться. Страдать будут. Поэтому иногда проще заразить их идеей, да? Проще возбудить в них энергию словом. И тогда
они сделают все, что надо, без всяких кандалов. Друзья, меня слышно сейчас? Слышно ли меня сейчас? То мне пишут, что кто-то пишет, что слышно, кто-то, что не слышно. Поставьте плюсики, чтобы я понимал. Ага, окей. Окей. Или не слышно. Но что-то больше пока никто не пишет, что им слышно. Друзья, я обновил страничку. А то мне многие написали, что не слышно. Сейчас должно стать лучше. Сейчас слышно? О, окей, жизнь наладилась. Жизнь наладилась. Я надеюсь, что вы услышали про различия между верхними и нижними векторами. Я очень старался их донести. Вкратце это повторю. Значит, нижние вектора живут в пространстве, а верхние вектора каждый живут в своей реальности. Оральный вектор в ощущениях, в нашей животной природе. Зрительный вектор в эмоциях, звуковой вектор в смыслах. Я надеюсь, что все работает. И мы тогда с вами начнем разговор о звуковом векторе. Давайте начнем примерно с такой штуки. Мы с вами договорились начинать с морковки спереди, да? То есть с того переживания, напомню вам, да, с того центрального переживания, с центра ромашки, которое движет человеком. То есть то переживание, к которому человек больше всего стремится, которое он хочет пережить внутренне всем своим существом. Так вот, у звукового вектора, чтобы вы поняли это переживание, вам нужно представить себе такую картинку. Вот представьте себе какую-нибудь шахту. Знаете, в земле делают шахты, где добывают там уголь, иногда добывают драгоценные камни, нефть добывают, да, такую огромную бездонную просто дырку в земле. Вот представьте, прям как вид из космоса, такая дырень здоровая, размером с небольшой город. И выглядит, как будто у матушки Земли вырвали гигантский зуб. Представили? Вот примерно с такой дыркой внутри рождается звуковой человек. Эта дырка в нем – это отсутствие ощущения собственного «я». То есть это единственный из 8 векторов, который рождается с пустотой, просто с бездной, с бесконечно огромной дыркой вместо ощущения самого себя. Ощущение тела есть, ощущение эмоций есть, цели какие-то можно поставить, но вот вопрос «кто я?» Кто я, черт побери, вот нахрен все вот это надо, что происходит? Вот этот вопрос у звукового человека, он стоит
Ну, иногда с раннего детства. Иногда мы приходим к этому позже. Потому что мы пытаемся закидать эту дырку. Мы пытаемся найти счастье в деньгах, мы пытаемся найти счастье в отношениях, мы пытаемся найти его еще... Ну, мы как бы костыли такие подставляем, да? Но рано или поздно, как правило, она проступает. Это называется просыпается звуковой вектор. То есть он обнаруживает, что происходит движуха. Люди что-то делают, анальники свои норки там обуючивают, кожники деньги зарабатывают, со знакомыми связываются, там что-то купи-продай делают. Такой движняк идет. А вот зачем, непонятно. Непонятно. Это сначала возникает вопросами, потом это приводит в недоумение, потом это накрывает вообще полностью, а потом от этого остается просто какая-то внутренняя пустота. Когда все непонятно. Зачем? Ну нахрена реально? Приходит анальник, говорит, пойдем выпьем пиво, посидим. Зачем? Ну посидим мы, ну сегодня посидим, ну в следующую пятницу посидим. Приходит кожник, говорит, слушай, у меня тут знакомый контрафакт на таможне, вот у него тоже какие-то знакомые. Можно, короче, вот этот контрафакт выставить и очень дешево продать какие-то вещи, а получить их вообще бесплатно. Зачем? Зачем? Ради чего? Ну ради чего все эти телодвижения, булькания, эти прыгания, бегания там? Короче, у звукового вектора на самом деле огромное количество состояний. В основном у векторов их немного. Там, у анального 3, не состояний точнее, а уровней развития. Да? У кожного там 4. А вот у звукового вектора их 100-500 миллионов. Ну, я еще коснусь этого. Поэтому о нем сложно говорить. Так вот я буду говорить о двух основных состояниях. Это состояние, когда человек остался с вот этой пустотой внутри, да, то есть он не нашел себя. И о состоянии, когда человек умудрился заполнить эту пустоту и нашел себя, нашел свой смысл. Так вот, главное переживание в звуковом векторе, то, к чему стремится звуковой человек. Вот глаза открывает утром, да? Вот как он хочет жить? Он хочет, чтобы каждое его действие, каждый его жест, малейшее его телодвижение было наполнено смыслом. Вот чего он хочет. Он хочет понимать, что он дышит, и это не просто так. Он открыл рот, он хочет сказать слова. Это не просто так, есть какая-то идея, что-то стоит за этим. Состояние, к которому он стремится, это состояние все понятно зачем. Я знаю, зачем я живу, я знаю, зачем я дышу, я знаю, зачем я сегодня утром встану. Я знаю, почему я сейчас пошел прямо, потом направо, потом налево. Я знаю, куда я пришел, и я знаю, чего я там хочу. Осмысленность, когда есть какой-то результат в твоей жизни, когда не просто пшик какой-то, как некоторые проживают свою жизнь с нашей звуковой точки зрения. Мы вообще не понимаем, зачем они живут. Они просто посредники между горшком и холодильником. Да? В одном месте взял, в другом отдал. В одном взял, в другом отдал. В одном взял, в другом отдал. Все, вся их жизнь проходит где-то между этими двумя заведениями. Горшок и холодильник. Мы не понимаем, зачем так жить. Что толку в такой жизни? И вот это желание, это самое сильное желание на свете. Звуковой вектор – это самый большой вектор. У него самый сильный объем желания. И самое сильное его желание – это заполнить эту шахту. Эту зияющую дырку в центре его внутреннего мира. И ответить себе вопрос, ну нахрена все это надо, этот долбанный цикл жизни. Встал, открыл глаза, пожрал, поехал на работу, приехал, что-то там поделал, какие-то бессмысленные вещи, которые никому не нужны.
пообщался с коллегами, притворяясь, что у тебя все нормально. Потом вернулся обратно домой в ощущении, что еще один день моей жизни прошел непонятно зачем. Опять пожрал и лег спать. Нахрена все это? У нас взрывает вообще все изнутри. Нам хочется выйти на улицу и начать кричать: люди! Люди, вы что вообще? Вы как роботы, вы как зомби. Ради чего вы живете? Ради чего вы ссоритесь в мире? Что стоит за этим? Что имел в виду Бог, когда создал мою истеричную маму, которая орет на меня по любому поводу, думает, звуковой ребенок? Может, и такого вопроса не задает. Но хочет это понять, у него ищет поиск внутри. Так вот, если человек нащупал свой смысл жизни, то тогда он хочет реализовать его наружу. Тогда он хочет что-то создать. Вот второе переживание, к которому стремится звуковой вектор, это стать творцом, пережить состояние творца. То есть создать что-то, сотворить что-то, изменить как-то мир. Но чтобы не зря, понимаете, чтобы не впустую. Чтоб не осталось после меня только надпись на могилке: с такого-то по такой-то пребывал в бренном теле на этой земле, понимаете? Вот, но чтобы вот хоть как-то, но что-то сделать, что-то существенное, что-то по-настоящему. Понимаете, по-настоящему, искренне. Вот это, кстати, наши слова звуковые. Вот это два переживания, которые ведут звукового человека, у которого проснулся звук. Есть спящий, да? То есть спящий это кто? Это те, у кого есть звуковой вектор, но они ставят костыли, да? То есть они пытаются найти смысл жизни снаружи, в каких-то вещах, там, в достижениях, в деньгах, в уважении, там, еще в чем-то. Ну вот представьте теперь себе, да? Вы поймали? Вы поймали основное переживание? Поставьте плюсики. Поставьте плюсики. Поймали ли вы, что движет вообще вот это внутреннее состояние? Поймали, окей. Теперь смотрите, вы уже легко дальше можете отвечать на свои вопросы относительно этого вектора. На любые, да? То есть вот дальше мы обычно о чем с вами говорим? О том, как складывается жизнь звукового человека, да? Как складывается жизнь носителя вектора. Ну а как сложится жизнь человека, который находится в постоянном поиске, да? Как она складывается? Что он ищет, да? Он ищет постоянно некий код, который бы подсказал ему, ну нахрена все вот это надо, почему оно так устроено. Вот утром просыпаешься, каждый день смотришь в окно, ездят трамваи по улице. Зачем? А что изменится в этом мире, если они не будут ездить? Зачем Бог создал мою учительницу в школе, которая мне вчера 2 поставила? И папа на меня ругался. Тоже, кстати, непонятно, зачем созданный. Что я тут делаю вообще в этом театре абсурда? Да, то есть он ищет какой-то код, какой-то язык, на котором все это написано, который придаст всему этому смысл. И вот этот поиск, как правило, и составляет содержание жизни звукового человека. Кто-то ищет этот код и находит его в музыке, да? Как я вчера вам рассказывал, 7 нот. И ими написаны абсолютно все симфонии в жизни человека. То есть это универсальный код, на котором написаны все звуки. Это универсальный код, с помощью которого можно передавать наши переживания. Поэтому многие звуковые люди посвящают себя музыке. Пишут музыку, исполняют музыку, поют. Пишут стихи под музыку, потому что они нащупали внутри себя другой код, который называется язык, да?
Как из 7 нот рождаются все мелодии, так из нескольких букв, да, алфавит, там 30 букв, например, там 30, 25, 35, ну, в разных языках по-разному. Буквы складываются в слова, слова складываются в предложения, предложения складываются во фразы, в посылы, в абзацы. И с помощью вот этого символьного языка мы тоже обмениваемся смыслами, мы обмениваемся переживаниями, мы обмениваемся своим пониманием Вселенной. Да, смотрите, везде язык, да, то есть звуковой человек, он везде пытается понять смысловой код, на котором все работает. Физик пытается понять, почему почему молекула вот так устроена, как устроена термодинамика, почему два твердых тела, сталкиваясь, там имеют вот такие-то реакции. То есть мы ищем какие-то невидимые законы, которые пронизывают реальность. Программист пишет программный код. Нули, единички, нули, единички, нули, единички. Вот мы сейчас с вами, да, на вебинаре. Вы слышите мой голос. Я надеюсь, что слышите, вы видите мое видео. Я читаю ваши вопросы в чате. Да, это же чудо, да? Это же чудо. А что идет по проводам, по интернету? Пакеты данных, да? Пакеты данных. Там же нет меня. Я же в провод не помещусь, и вы тоже. Там идут пакеты данных. Нули, единички, нули, единички, нули, единички, да? То есть ум звукового человека, он додумался до того, чтобы через нули и единички явить нам это чудо. Вот что такое творец, да? Вот что такое созидание. Поэтому мы стремимся познавать язык Вселенной. Мы понимаем, что за всем стоит какой-то смысл. Мы хотим создать что-то значимое, что-то большое, чтобы получить этот самый кайф созидания. Нам очень нравится быть частью чего-то большего. Вообще вот большой масштаб. Но нас от этого вот от этих слов нас немножко будоражит. Но это состоявшийся, да? Это состоявшийся вектор. Как всегда, есть морковка спереди, да, мы с вами говорили, есть переживание, на которое стремимся, на которое стремится носитель вектора, и есть переживание, от которого он убегает, морковка сзади. Значит, какое обратное состояние? Тоже вы уже можете, зная серединку, вы легко можете догадаться, от какого переживания бежит звуковой вектор. Это переживание бессмысленности. То самое, с которого я начал. Это переживание, когда ты либо вообще не проснулся, да, и прожил всю жизнь как робот, бегая от одного искусственного удовольствия к другому и пытаясь заглушить отсутствие смысла жизни уверением, что ты состоялся, ты заработал много денег, ты уважаемый человек, у тебя крутая репутация. Ну, все глушат по-разному. Кто-то наркотой глушит, кто-то бухает водку, кто-то уходит в отношения, в детей, там, кто во что. Но кому-то не заглушить, понимаете, так как это самое сильное желание, очень часто не заглушить. И вот тогда включается вот это вот смертный грех, уныние. Уныние, да? Что такое уныние? Почему это смертный грех? Потому что Бог создал жизнь, чтобы мы были счастливы. А ты, получается, распоряжаешься божественным даром, ну, как сказать, не очень талантливо, что ли. Не очень талантливо. Поэтому, когда звуковой человек выходит,
на улицу в состоянии тяжелой депрессии, только продрал глаза, только встал, уже устал, знаете такое состояние? Нахрена все это надо? Вообще вставать не хочется, видеть рожи эти не хочется. Ни родные, ни никакие вообще. Ни себя даже. Вот. Это не в смысле что-то личное, понимаете? И свою рожу тоже в зеркале видеть не хочется. И вылезать в этот черно-белый мир в серых тонах, где 100-500 миллионов оттенков серого и ни одной яркой краски. Тоже не хочется. Вот это проклятие звукового человека. Вот от этого мы бежим. Мы бежим, защищаемся. Мы защищаемся, создавая себе виртуальную реальность, например. Убегаем в компьютерные игры. Убегаем в какие-нибудь бессмысленные идеи. Банки из-под пива, например, начинаем собирать. Ну, чтобы хоть какой-то смысл в этой жизни найти, да? Но главное, как мы защищаемся от этого, это высокомерие. Да? То есть мы высокомерием отгораживаемся от этой реальности, в которой мы не можем себя найти. От нее сложно отгородиться, потому что нас все равно иногда прошибает, да? Когда мы видим людей, которые сделали что-то большое. У нас начинает сердце стучать чаще. Да? Вот выступает Билл Гейтс, например, да? Глава Microsoft. И мы понимаем, Microsoft. Он создал целую вселенную. Вот это да, вот это вот на весь мир. Но нас никогда не заводит как кожный человек. Он перепродал iPhone со скидкой 20%, потом еще один, потом целую партию, накопил денег, собрал друганов, поехали тусоваться, снял яхту, девчонки, алкоголь, все, жизнь удалась. О, это нас, не знаю, это нас вообще как бы... Ну и что дальше ты со своей яхтой будешь делать? А вот создать iPhone, вот что-то такое большое, знаете, такую вибрацию пустить, чтобы как цунами по вселенной пошло, чтобы люди загорелись, чтобы в очереди стояли в 20 странах мира, чтобы сотни тысяч людей проявили интерес. Вот от этого у нас начинает что-то шебуршиться внутри. Да, вот это нас прошибает. Реально прошибает. Но страшно об этом думать, что столько всего ты мог бы, да, а ничего из этого не сделал. Поэтому мы уходим вовнутрь и отгораживаемся от людей высокомерия. Ну, то есть мы показываем, мы чувствуем этот потенциал в себе. Мы чувствуем, что мы переросли многие вещи. Поэтому мы цинизмом, высокомерием, таким взглядом свысока даем вам понять, что вы занимаетесь херней. Ну так, детский сад. Вот реальная глубина, вот реально умные люди, это мы, звуковики. Все остальные так себе. Ну, нам так кажется, естественно. Нам так кажется. Так, наша следующая тема, если вы поймали основные переживания, это жизненная позиция. Да? Жизненная позиция. Значит, вы уже поняли, что физический мир, физическая вселенная, это для нас не очень вкусно, не очень аппетитно, не очень привлекает. Да? Не побольше вот это вот нахапать в себя. Это все нас не цепляет. Нас цепляет что-то большое, мощное создать для всех, изменить мир. Вот такие вот штуки, да? Ну, когда мы раскрылись, если мы действительно что-то нашли в себе такое. Вот. Поэтому вот эти ощущения, которые, как правило, мы видим, которыми люди живут, ну, это для нас очень мелко.
очень мелко. Как мы чувствуем, что для нас это мелко? Очень просто. Очень просто. Мы ощущаем вот этот потенциал внутри себя. То есть, как бы, когда кожный человек видит возможность заработать 50 тысяч долларов, он начинает себя чувствовать, у него энергия появляется, да, понимаете, он начинает почесываться, он начинает немного нервничать, он становится очень внимательным, вот, он даже может найти в себе какие-то очаги сочувствия, там, ну, то есть его это цепляет. Когда звуковой человек слушает про 50 тысяч долларов, не, это, конечно, да, что-то в этом есть. Но немного, потому что ощущение того, какое состояние я мог бы пережить, вот это вот ощущение, что, ну, я бы ведь мог совершенно по-другому ощущать эту жизнь. Ведь тот, кто созидает жизнь, да, но он в каком-то смысле младший партнер Вселенной, да? Он не просто как мышку запустили бегать по лабиринту, она бегает и ищет кусочек сыра. Но нам не интересна такая роль. Не, нам интересно сказать Вселенной, пусть я маленький, но я тоже могу что-то создавать для других. И иметь вот эти переживания. Чем так привлекателен кайф Творца? Да? Вот то, что мы говорили, морковка спереди, два переживания. Это переживание, когда во всем есть смысл, и переживание, когда я что-то создаю. Почему оно так привлекательно? Запомните, это важно, это крутая штука прям. Вы сейчас почувствуете, в чем кайф Творца. Кайф Творца в том, что он не просто получил вовнутрь, да? Он не просто заработал и потратил, и понтанулся, и вызвал зависть у других, да? Не только в этом. И не в этом вообще. Потому что сколько бы ты ни заработал и сколько бы ты ни потратил, это кайф одного человека, понимаете? Одного. А кайф Творца, он складывается из удовольствий всех тех, кто пользуется тем, что он создал. Вот тот же самый iPhone, да? Если ты создал iPhone, и сотни тысяч людей, как огоньки, вспыхивают, да, по всему миру, встают в очередь, чтобы купить этот iPhone. И каждый берет и говорит: вау, 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 говорят в Британии, оу, говорят в Америке, ого, говорит наш Вася в магазине. И вот эти вот валятся со всех сторон, да, эти вибрации. Ты ощущаешь, что ты многих людей обогатил. И поэтому твое удовольствие складывается из удовольствия всех людей вокруг, кто пользуется тем, что ты сделал. Вот что такое кайф Творца. Поэтому это невозможно сопоставить, понимаете, эту беготню ради денег, ради власти, ради безопасности, уюта или еще чего-то там. Вот чего мы хотим глубоко внутри, но мы стесняемся даже об этом сказать, чтобы вы не подумали, что мы рехнулись, понимаете? Поэтому смотришь на звукового человека снаружи, да? Вы никогда не скажете, что у него есть это внутри, что у него внутри такой огонь, что у него внутри такая вселенная. Никогда. Это сверху щупленький такой, знаете. Вот это вот, что физическая вселенная для него вторичная, это же даже внешне видно. Он хлюпик. Он такое ощущение, что Бог его делал, знаете, в последнюю очередь. Звуковое тело. Оно не очень, оно не очень слаженное. Оно не очень пропорциональное. Там как будто к телу руки, ноги такие худые, приделаны, как чурбанун. Не очень оно такое, не очень гармоничное, не очень такое соотношение, вот, это не красивый воин на коне, там, это не вот это. Тщедушное тело. Оно самим даже телом, звуковой вектор, он показывает, что он не присутствует в этой жизни. Что он живет в другой вселенной. Во вселенной смыслов.
Ловится? Да? Окей. Мурашки даже у кого-то идут. Да у меня тоже мурашки, когда я осознаю это. У меня тоже мурашки. Значит, про конфликты мы с вами обычно дальше говорим, да? Стратегия поведения в конфликтах, как себя чувствует человек в конфликтах. Ну, смотрите, как вы понимаете, конфликты по поводу вещей, материи, они нас не особо волнуют. Мы даже от наследства можем отказаться. И не в том смысле даже, что счастье не в этом. Просто нам это не интересно. Изначально. Просто чтобы показать вам, насколько мы выше ваших предположений о нас. Вот. Но напоминаю вам, что мы все носители какой-то идеи. По крайней мере, мы ее ищем. Да? Даже если ее нет, то есть поиск. Да? Идея смысла жизни хотя бы, как идея, да, что его надо найти. Ну, а если она есть, она может быть совершенно разная. От сбора банок из-под пива, как я сказал, да, идеи могут быть совершенно идиотскими в звуковом векторе. Там, одевать какой-нибудь галстук по четвергам, не носить синее, построить, не знаю, там, деревянный дом в центре города. Совершенно в любую лабуду может удариться звуковой человек. Ну, покуда он не дорос до чего-то такого большего стоящего. Но если дорос, да, если дорос, то здесь, конечно, надо понимать, что звуковой человек это не воин, это не кожный воин, это не анальный защитник или домосед. Это творец. Это творец. Вот от этого он кайфует. Это его основное переживание. Поэтому сам по себе конфликт, в принципе, для развитого звукового человека, он не нужен вообще. Мы же понимаем, что каждый из нас может создать свою вселенную. Да? Вот Стив Джобс создал там iPhone, а Билл Гейтс Microsoft, а кто-то создал Яндекс, а кто-то BMW, а кто-то строит дома деревянные, а кто-то каменные. Да? То есть каждый создает свой мир. Зачем нам конфликт? В этом нет смысла. Да? Бессмысленность, помните? В этом нет смысла, поэтому звуковой вектор развитый. Это тот редкий человек, который изначально, он не стоит вот в такой позиции, куда я тебе сейчас врежу, да? В глаз или в щеку. Он не стоит в такой позиции по отношению к другому человеку. Он скорее протягивает ему руку. Это позиция Творца. Это позиция того, что я приглашаю тебя вместе со мной стать партнером со мной по строительству новой жизни, нового мира. Но именно из этих людей в итоге получаются просто бескомпромиссные конфликтующие граждане. Почему? Потому что если идея звукового человека мала, да, а идеи же бывают, еще раз, придурочные, да, например, что я самый умный, может быть, такая идея, или мой народ лучше, чем другие народы, как у Гитлера, да, то все остальные становятся врагами. Понимаете? То есть изначально человек, созданный для того, чтобы в каждом видеть партнера, товарища, если он не развился, он становится самым лютым, с таким самым острым чувством неприятия другого. Либо вы с нами, либо вы против нас. Итак, жизненная позиция человека со звуковым вектором. Активная, да? Активная. Даже если вы видите, вон он сидит за компьютером, мы часто программистами являемся.
Сидит за компьютером в засаленных джинсах, в вязаном свитере знаменитом, с большими разными пуговицами. На шее висят ключи от дома, чтобы не потерял, потому что в прострации все время ходит. Мама как коровье вешает перед выходом. Вот тебе, сыночек, вот это ключик, запомни. Это ключик от парадной, это ключик от двери, это от второй двери, этот крути вправо, этот крути влево. И каждый день ему напоминаю, потому что он отвисает там где-то на Марсе и не слышит иногда, даже со 105-го раза. Это вот как раз те люди, которых можно звать кушать по 30 раз. Они приходят уже, когда все остыло. Ну, потому что сосредоточился, не хочется выходить из этого состояния. Так вот, даже когда он сидит за компьютером в засаленных джинсах и в вязаном свитере и занят там этими своими циферками, какими-то там параметрами, ноликами, единичками, настроечками и прочей фигней. Надо понимать, этот звуковой человек, который еще не раскрыл себя. Кто знает, что он забибенит завтра? Это будет вирус, который пол интернета уничтожит. Или это будет конкурент компании Microsoft. Или что это будет? Да, этого никто не знает, что там в этой голове бродит. Какая мысль? А она всегда бродит, понимаете? У нас внутри есть непримиримость. То есть ощущая изнутри, что смысл жизни все-таки есть, мы все время ищем его, ищем. Иногда, правда, так и не находим, чаще всего. Мы, звуковые люди, умеем принимать решения. Почему? Потому что мы умеем думать. Мы умеем думать, мы понимаем, мы можем разобраться, как что устроено. Это наша фишка, вообще понимать смыслы. Поэтому дополняет нашу активную жизненную позицию то, что мы умеем принимать решения. Правда, вот на практике сложновато с чем? С реализацией, потому что нижние вектора, кожные, анальные, понимаете, они отдают всю свою энергию на поиск смысла. И в итоге получается такая большая голова на таком худосочном теле, безжизненном. Поэтому делать нам сложно. Вот понять, решить легко, а сделать сложно. И, конечно, очень важно сказать, что мы хотим, вот эта позиция Творца, да, то есть это позиция на пряник. Нас не надо стягать. Если вот нам главное зажечься, потому что мы хотим чувствовать себя в центре урагана, мы хотим чувствовать себя внутри какой-то большой штуки, которую мы замутили и которая изменила мир. Мы очень хорошо чувствуем правила. Дай жизни все, что ты можешь, и тогда она вернет тебе по максимуму. И все будет у тебя. И яхты, и алкоголь, и женщины, и деньги, и все, что хочешь. Но не это главное. Да? То есть мы не готовы потратить на это себя. Главное это найти свой смысл. Явить его Вселенной. Вот тогда она тебя вознаградит. Потом вопросы, друзья. Потом пишите их в раздел «Вопросы», как я вам уже сказал. Пишите вопросы в раздел «Вопросы», я отвечу после того, как мы с вами 3 вектора пройдем. Риск. Риск наша следующая. Наш следующий параметр, ну, как я вам уже сказал, да, наверное, не сильно нарискуешься, когда твое тело не так сильно, как у многих других граждан, которые заняты животным выживанием в физическом мире. Вот, поэтому вот в этом, в кожном, например, смысле риска, ну, это не совсем наше. Это для нас мелковато. Там рисковать собой, своей жизнью.
Мы же понимаем, что уж если у нас раскрылось, если вот эта вот штука с Творцом, с пониманием смысла жизни, если у нас это внутри активируется, вы знаете, как нас прет вообще от собственного величия? Это мало с чем можно сравнить такое эго. Вот, поэтому мы не будем ставить на карту такое столь ценное для нас существо из-за какой-нибудь ерунды. Нет. Но, если мы нащупали свою идею, если наши глаза загорелись, если мы поймали вот эту свою волну, свою вибрацию, если мы знаем, что мы хотим сделать в этой жизни, вот здесь звуковой человек, он может поставить на карту вообще все. То есть уж если мы рискуем, то мы рискуем по-крупному. Мы можем поставить на карту 10 миллионов жизней. Мы уж если решим совершить преступление, то это будет кража буханки хлеба в магазине. Это будет кража десятков миллионов долларов через хакерскую атаку на банк. Вот. Если уж мы создаем оружие, то это будет не нож, а атомная бомба. Понимаете? Мы ребята, которые играют по-крупному. Поэтому мы и рискуем, уж если мы рискуем по-крупному. Если вы обратите внимание, самые большие потери в жизни человечества были именно из-за звуковых идей. Ну, примерами таких идей являются религии, естественно, прежде всего. Вот из-за чего полегло куча народу, прямо миллионы. Гугеноты резали каких-нибудь там католиков, католики, протестанты резали еще кого-нибудь. Приверженцы ислама ходили на христиан, христиане ходили на ислам. Вот реально, где люди проливали кровь не литрами, а тоннами. Так вот, когда звуковой человек нашел свою идею, это вам надо понимать. Он впадает в определенное состояние. Это либо страсть, да? Страсть это когда идея созидательная. Страсть это когда все выигрывают. Но это не страсть, знаете, вот как у многих людей такое представление о страсти вот в плане плотских отношений, да? Мужчина овладел женщиной, он горит, его глаза горят, она горит, кровать горит, комната горит. Это животная страсть, да? Она огненная, она горячая. С нее сыплются искры, но на самом деле для звукового человека это очень мало. Это страсть одного тела, ну максимум двух тел. Речь не о животной страсти. Страсть звукового человека, она холодная. Она холодная, как Северный полюс. Как сама пустота космическая. Но она тотальная, понимаете? То есть, вот именно тотальная. Она масштабная. Это страсть изменить мир, а не страсть овладеть, например, чем-то. Если идея, наоборот, какая-нибудь, ну, какая-то менее развитая, менее гармоничная, то мы не называем это словом страсть, мы называем это другим словом — фанатизм. Фанатизм. Вот есть такие звуковые фанатики, да, когда человек вбил себе в голову, у него эта идея раком там встала, и он больше не видит вообще ничего. Он через эту идею видит все остальное, вообще весь остальной мир вокруг. У него так горят глаза, что он ночью выходит на улицу, там светло становится, понимаете? От его внутренней энергии. Вот эта страсть или этот фанатизм, это для нас защита от всего, от любых препятствий. Ничего не может помешать человеку со звуковым вектором добиться то, что он хочет. Это состояние терминатора. Вот если вы помните, в 90-е годы вышел боевик «Терминатор» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.
И на самом деле, вот, ну, я смотрел, я помню, Терминатор вселял ужас. Терминатор вселял ужас. Вот когда ты смотришь, как идет эта машина, и ищет взгляд, и у нее работает, она ищет цель. Все, ты понимаешь, что у него вообще ничего, кроме цели, в голове нету. Вот это самое ужасное, что можно прочувствовать в Терминаторе, в роботе. Он не остановится, понимаете? Ну, то есть, он никогда не прекратит попытки. Анальный человек. Вот он соберется. Он соберет волю в кулак. Он настроится и даст бой. Если надо будет бежать, он будет бежать. Если надо будет стоять, он будет стоять насмерть. Но если вы его осилите, то он сломается, понимаете? Вот анальный человек, он не гибкий. Он стоит, сопротивляется ветру, как дерево, но ураган может его сломать, и все, он уже не встанет тогда. Кожный человек, он наоборот, он гибкий, да? Ветер дует, он наклоняется, ветер перестает, он обратно распрямляется, он пробует, он с одной стороны, с другой стороны, он ищет, он подбирает ключики. Но если после какого-то количества попыток не получается, он скажет: да, не больно-то и надо было, хрен с ним, попробуем что-нибудь другое, попроще. То есть каждый сломается в какой-то момент. Вот звуковой человек, который только этот, который нащупал свою идею, который как бы на вибрации своей идеи, он не сломается никогда, он как терминатор, никогда не превратит попытки. Покуда жив. Итак, срезюмируем, какие силы есть у человека со звуковым вектором. Первое. Он способен брать ответственность за себя и остальных. Это вам не кожник, который готов взять ответственность за себя, а остальные до свидания. Вот. Это не анальный человек, которому сложно дверь открыть, войти и явить себя присутствующим. Вот, который 100 раз оглянется, посмотрит, что думают другие, спросит совета, сверится, и потом, возможно, сделает шаг, но сразу передумает. Вот, это не то. Звуковой человек, опять-таки, если он раскрыл в себе все это, он способен взять ответственность за весь народ. Ну, например, как президент страны, да? Президентов без звукового вектора не бывает. Не бывает. Чтобы вообще думать за всех без звукового вектора, это просто нереально. Вот. Это первая сила, да, то есть мы способны брать ответственность, мы способны решать. Вторая наша сила. Мы видим будущее. Понимаете? Мы видим будущее. Не в эзотерическом смысле, что нам оно является картинками там и так далее. Нет, никаких картинок, и мы очень далеки от эзотерики. Эзотерика это совершенно не то, что волнует человека со звуковым вектором. Но мы обладаем редким мышлением. Кстати, единственное мышление, которое не развивается на автомате, это мышление звукового человека, это системное мышление. Логика кожная, больше, меньше, с одной стороны, с другой, попробуй, сделай. Это все развивается автоматически. Аналитическое мышление анального человека, оно тоже развивается самой довольно легко. Образный интеллект тоже развивается, вербальный по чуть-чуть развивается. Но вот такое, чтобы звуковой вектор, абстрактный интеллект развился сам, это и исключено. Такого просто не бывает. Поэтому большинство людей имеют в жизни звуковой вектор, но не умеют думать системно. Даже не знают, что это такое.
Так вот, в силу нашего мышления, друзья мои, мы можем видеть не кусочками Вселенную, а мы можем видеть ее целиком. Именно поэтому мы и понимаем смысл жизни. Смысл же ведь всегда в надсистеме. Да? То есть смысл всегда в том, кто пользуется предметом. Какой смысл ножниц? Ножницы сами не могут это знать. Знает человек, который пользуется ножницами, правильно? Какой смысл человека в природе? Сам человек не может это знать, ему это сложно, но его видно, этот смысл, когда ты смотришь на общество, да, то есть кто ты относительно других, и сразу понятно, в чем твой смысл. Так вот, мы, люди со звуковым вектором, умеем мыслить целым. И поэтому мы видим смыслы, мы видим, что происходит. Мы понимаем, как работает целое, как работают законы. Мы понимаем, что воздух подчиняется таким законам, железо подчиняется таким законам. Можно их соединить, и получится самолет, понимаете? То есть мы можем предсказывать, что если соединить вот так и вот так, вот из этого получится самолет, из этого поезд. Вот что такое изобретательство, да? Это использование понимания законов природы для прогнозирования результатов использования их. Поэтому мы не то, что провидцы видим будущее, нет. Мы просто понимаем, как все устроено, да? Что если вы сделаете шаг А, то из него будет Б. Мы это видим. Мы умеем это видеть. И это, кстати, позволяет нам принимать решения, да? То есть мы умеем мыслить масштабно. Мы имеем генеральское мышление. Не солдатское, даже не офицерское, генеральское. Ну и страсть, да, страсть как мотор, как способ двигаться. Страсть это удивительный мотор, да. Вот если вы помните, мы обсуждали с вами кожную дисциплину. Нет, нет и нет. Как ограничение. Вот страсть это другое. Дисциплину можно воспитать, да. Дисциплину можно ежедневными упражнениями, тренировочками утром в 5 утра, в понедельник, во вторник, в среду, в четверг добавил 100 метров. Пятница, суббота, в воскресенье можно отдохнуть, с понедельника снова еще 100 метров. Вот так воспитывается дисциплина, да? Приучаешь ограничивать себя, свои позывы, свои желания, свои потребности. Потом можешь других ограничивать. А вот со страстью не так. Страсть невозможно воспитать в себе. Она либо есть, либо ее нет. И это настолько желанное состояние для звукового человека. Вот он тоскует по своей страсти, он хочет этого ощущения. Это еще одна причина, почему он ищет смысл своей жизни. Итак, 3 силы. Ответственность, видение будущего через мышление и страсть. Если все это срабатывает, то звуковой человек переживает состояние Творца и кайфует от этого. И кайфует от этого каждый день. Открывает глаза и знает, что, зачем и как в этой жизни у него и для чего. Знает, что он будет делать. И каждую минуту он делает этого. И кайф его жизни – это делание своего мира, своей вселенной. И кайф его общения – это поделиться своей идеей, тем, что он находит крутым. И кайф его результата – это когда он что-то создал, и он поделился с этим другими, и ловит кайф от того, что им нравится. Да? И все у него чики-пуки. Но, насколько же это редкое явление в природе, друзья мои. Потому что чаще всего не находит звуковой человек вот эту самую свою идею. Не прилагает достаточно усилий, отвлекается. Ведь в мире столько отвлекающих штук. Вот компьютерные игры нам подсовывают. Вы не представляете. Вот я играл в компьютерные игры до того, как вообще вышел на рынок как специалист сначала. Ну это ж капец. Я играл 30 часов подряд, 25 часов подряд. Ты играешь, ты не встаешь даже в туалет. Я не говорю пойти помыться, поесть. Это все фигня.
Ты просто вклеиваешься намертво в стул, тебя настолько засасывает вот эта виртуальная реальность, она захватывает твой мозг, что от нее не оторваться. У меня знакомый, он играет в танки 4 года. Вот, то есть много чего отвлекает, деньги отвлекают, женщины отвлекают. Ну, женщины, соответственно, мужчины. Так вот, часто не хватает нам, не хватает времени, не хватает усилия. И если человек со звуковым вектором не находит свой смысл, друзья мои, это катастрофа. Почему? Потому что человек внутренне, которому Бог дал дар Божий, быть творцом, да, быть младшим партнером по строительству Вселенной, дал ему лицензию, понимаете? То есть человек внутренне приспособленный к переживанию таких состояний сумасшедших, который способен увидеть мир и почувствовать его единым, не воюя, он остается жить просто в чужом мире, да, в чужой вселенной, так никогда и не попробовав построить свою. Вот это ад звукового вектора, да, жить в мире, который тебе чужд, холоден, неприветлив, бессмысленен, и самое главное, в котором нет твоего результата, ни ты там никому ничего не сделал, ни они для тебя не представляют никакой ценности. Абсолютно оторванное от всех бессмысленное существование. Вот это ад звуковика. Ключи, друзья мои. Мне многие написали после вчерашнего вебинара, что вам понравились ключи, что это было полезно. На самом деле ключей в каждом векторе много. Я вам даю просто такие, самые яркие, что ли. У нас, как вы догадываетесь, наверное, у нас предстоит большой тренинг по векторам, да, это малый, бесплатный, но я, естественно, вас хочу позвать на большой, где всю эту картину я вам хочу явить во всей красе. Вот, чтобы мы там разобрали все детали, все нюансы. И там дам полный список ключей. Вот. Но я вам обещал, что каждому вектору дам ключи. Вот, держите ключи к звуковому вектору. Значит, 2 ключа основных. Первое. Это ставить общее выше частного. Вот это то, что вы должны научиться делать, если вы хотите разбудить в себе звуковой вектор. Вы должны научиться думать целями общего, целого, группы, а не целями отдельного кусочка, элемента или отдельного человека. И себя в том числе часто, кстати. И себя в том числе. Потому что то, что надо делать, это всегда прежде всего потребности общества, а потом уже потребности отдельного человека. Поэтому, чтобы понять отдельного человека, надо понять его место в обществе. Чтобы понять смысл какой-то детали, надо понять, что она делает для других деталей. Чтобы понять какой-то орган в человеке, надо понять его связи с другими органами, понять, какой смысл этого органа в теле, да? Что делает сердце, например? Надо понять, что такое тело и что тело получает от сердца, и что отдает сердцу. То есть все в природе устроено как целостный живой организм. Вот что надо понять звуковому человеку и научиться делать. Только так можно настроить свое мышление правильно. Почему? Потому что, внимание, каждый из нас ограничен собственными переживаниями. Понимаете? Собственной правотой. Но вот нам кажется, что мы правы ведь всегда, правильно? Но никто же не хочет быть плохим человеком. Все для себя хорошие. А посмотришь со стороны, все друг другу делают плохие вещи очень часто. Да? Подставы, у кого-то что-то украли, отняли, нечестно поступили, там и все такое. Часто это бывает, да?
Сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Почему? Потому что каждый в своей правоте. Каждый в своей правоте. Вот чтобы мыслить масштабно, надо подняться над своей правотой, над своим маленьким опытом, над своим маленьким мнением. Это непросто. Это и есть освоение системного мышления. И второй ключик. Второй ключик это вы должны учиться добираться до сути. То есть все время задавать себе вопрос. Для чего? Почему? Почему именно так? Какая цель? Какой смысл? Что стоит за этим? Да? То есть докапываться до самой глубины. Здесь главным вопросом является для чего? Да? И для чего? Почему это про прошлое, для чего это про будущее? Понимание и этих двух дает нам понимание причины и следствия, понимание смысла. Вот это ключи для того, чтобы активировать в себе поиск звукового человека, да? Понять, что смысл не во мне, а в целом, и понять, что истина всегда скрывается за вопросом «для чего?». Да? Если вы хотите понять, что происходит, надо спросить, для чего это происходит, кто это придумал, какие цели он преследует, зачем это надо. Настраивается у вас понимание? Так, какой-нибудь вопрос сейчас отвечу один, чтобы немножко отвлеклись от изложения. Так, открываю вопросы. Если все нижние... Так, не про нижние. Мария Кузнецова спрашивает, как помочь. Не, помогать не сможем. Я только рассказываю вам, как устроено сейчас. Во, хороший вопрос, мне нравится. Чем отличается звуковой вектор мужчины от звукового вектора женщины? В чем особенность их восприятия и реализации? Давайте скажу пару слов про это. Значит, напомню, во-первых, что я вопросы читаю справа вверху. Да? Мужчина и женщина, звуковой вектор. Вообще звуковой вектор это, в каком-то смысле это мужской вектор. Почему? Потому что женщина больше живет в эмоциях. Это ее территория, и именно на этой территории она может чувствовать себя гармонично. Звуковой смысл, звуковой посыл, звуковые мысли, понимание, прорывы, изобретательство. Но это, конечно, больше это больше мужская природа. Это природа завоевания нефизического мира. Но сам вектор, он устроен совершенно одинаково и у мужчин, и у женщин. Сами вектора, они не различаются по полу, то есть они одинаковы. Все, что ты понял, например, про вектор, оно одинаково применимо и к мужчине, и к женщине. Но ведет себя немножко по-разному, когда мы берем эти свойства вектора и насаживаем их на мужское или на женское тело. Таким образом, если мы посмотрим на женщин, то мы тоже увидим. Мы увидим изобретателей, мы увидим математиков типа Софьи Ковалевской, мы увидим и поэтесс типа Ахматовой, то есть мы все увидим, да? И даже женщины-программисты тоже есть, я лично знаю двух. Вот. Такое есть. Да, такое есть. Но в целом, конечно, звуковой вектор не для того, чтобы женщина прорывы в нем совершала. Женщина в этом... Мне очень нравится, как Оша описал это. Да? Есть такой философ 20 века, очень знаменитый Оша, индийского происхождения, который подарил нам целую
целый новый взгляд, целое новое видение технологии просветления. Вот. Он не знал про вектора, но он очень хорошо описал вот этот тип женщин, да, которые умеют понимать. И он написал, что они любовницы знания. Да? То есть это их задача понять мысль, понять звуковую мысль и выразить ее эмоционально, да, то есть выразить, транслировать ее своей жизнью, своим поведением. И мне очень нравится вот эта трактовка. Мне кажется, это действительно лучшее выражение звукового вектора для женщины, когда она полностью открыта. Уж если она разбудила звуковой вектор, да, она открыта к познанию, но она не циклится на том, чтобы подменять свою женскую природу прорывами в математике. В математике женская природа теряется напрочь. А она воспринимает как знание и конвертирует это на уровень переживаний и транслирует это своим отношением, своими эмоциями, своим поведением. То есть она как бы, понимаете, какая штука происходит? Извиняюсь. Есть идея, да, ну, допустим, открытая мужчиной, а она является ее живым носителем, живым примером, как это работает, как это гармонично встраивается в жизнь. Ну, я думаю, что вот это имел в виду Оша, и я с ним согласен. Идем дальше. Картина мира человека со звуковым вектором. О, кстати, слушайте, как я далеко зашел-то, уже 21:20, да? Так, тогда давайте по-быстренькому. Значит, я думаю, что вы поймали звуковой вектор, да? Значит, картина мира человека со звуковым вектором какая? Во-первых, он живет в мире смыслов, в мире функций. А во-вторых, что такое мир для него, да? Это как бы в каком-то смысле мастерская или кузница, где он создает сам себя, проявляет смысл своей жизни и создает свою мини-вселенную, такую мини-конструкцию. Поэтому взаимодействие с другими людьми, если, например, для кожников кругом ходят полезности, да, сосед это полезность, жена это тоже какая-то полезность, даже в плане там сексуального удовольствия или там совместное имущество. Для анального человека везде ходят люди, которые, по роду занятий, вот ты врач, а я пожарный, там, или вот это мы любим, и мы любим очень по отношениям. Хорошие люди, плохие, там, добрые, злые, порядочные, непорядочные. Вот. А для звукового человека ходят смыслы. Смыслы, да? Смыслы. То есть, когда звуковой человек смотрит вам в лицо, знаете, какой вопрос себе задает? Каков твой потенциал? То есть, насколько ты раскрыл в себе вообще вот это состояние Творца? Понял ли ты, главный закон жизни, получение и отдача? Да? Что жизнь не для того, чтобы ты греб только в себя, что она еще для того, чтобы уметь отдать и из этого получить. То есть вот что мы оцениваем сразу. Мы оцениваем ваш уровень. Да? Упрощенно это можно передать как умный или неумный, то, что он говорит, но это все-таки не совсем то. Это именно насколько вы раскрыли в себе состояние Творца, насколько вы масштабный человек, насколько вы крутой результат дали себе и остальным людям. Ну и, конечно же, в плане законов мы ориентируемся на что? На свою идею. Наша идея превыше всего. То есть отношение, например, анального человека к жизни, оно диктуется из той религии, которой он следует. Отношение кожного человека к жизни диктуется из того, ему выгодно сейчас это или невыгодно. Отношение звукового человека ко всему продиктовано той идеей, которую он выбрал для себя как основную. Там источник его справедливости. Поэтому он делает по принципу как надо, но это надо он формулирует сам, исходя из своей идеи. Поэтому чем ближе эта идея к природе, к гармонии, тем гармоничнее себя чувствует человек со звуковым вектором. Ну и напоследок пара слов про принятие, куда уж без него.
Тем более, ну, люди-то какие. Люди-то какие собрались у нас. Значит, что нас часто... чем мы, звуковые люди, мастер мысли, часто раздражает, напрягает других людей. Медлительностью, друзья мои. Медлительностью. Потому что очень часто так бывает, что вы спрашиваете у него, в ответ молчание. Вы снова спрашиваете, вы видите, что он думает, но, время идет, и уже начинает раздражение накапливаться. А вопрос может быть при этом элементарный, типа, как тебя зовут? Как тебя зовут? Слушай, ты что вообще? Ты где? Зовут тебя как? Слава. Ну так что, ты сразу-то сказать не можешь? Да, люди не понимают это, как бы. Они не понимают одной простой вещи, что, понимаете, звуковой человек, он же в другом мире живет, да? Он улетел, он где-то там сейчас на Марсе, смотрит на звезды. И тут он видит, что кто-то с планеты Земля ему что-то там машет и кричит, как тебя зовут. Ну так это свернуться надо, понимаете? Из дальних далей и глубин, куда ты улетел, надо же вернуться на матушку Землю, идентифицировать это тело в пространстве, понять вообще, кто это, что он от тебя хочет, вспомнить земное имя свое, да? Это что такие мелочи для нас, для звуковых людей. Вот, поэтому, чтобы почувствовать, почему это так у него, вы настройтесь на это состояние, вы поймите, что человек вообще в другом месте находится. И ему надо вернуться. Ему надо выйти наружу, вообще увидеть вас. Вы понимаете, что вы для него как из компьютерной игры. Вот он что в телевизоре видит, там монстры какие-то ходят, что на людей реальных смотрит. У него нет большой разницы. Он же не здесь, он одинаково не живет, что в компьютерной игре, что не в реальности. Настройтесь на это, и тогда вы увидите, что это не дурь какая-то, не просто так. Это так работает психика его. Он ищет там, на Марсе, свой смысл жизни. Не расстраивайтесь, все в порядке. Он вернется, и более того, когда он вернется, у него будет очень высокое качество мыслей. Оцените, кстати, это тоже, да? То есть это реально умные, глубокие люди. Дальше, что еще напрягает в нас, в звуковых людях, других людей? Депрессняк. Вот это вот наше поганое такое прям состояние, тошнотворное, уныние, когда ничто не нравится, и вот это вот раздраженное, не трогайте меня, отстаньте от меня, не трогайте меня. Неприятно общаться с таким человеком, да? Неприятно общаться. Вот. Тоже тяжело это понять, но чтобы понять, надо настроиться на человека. Если вы помните, я такое видео выкладывал в группу, я спрашивал вас, вы когда-нибудь обижались на кошку за то, что она не лает? Нет, конечно. Ну, почему? Она же по-другому не может. Правильно? Она не может по-другому. Ну, что за бедное животное мучить, чтобы оно залаяло, когда оно, не умеет оно, понимаете? Так вот, звуковой человек точно так же. Чтобы понять любого человека, надо понять, что он по-другому не может. И в нем есть на самом деле что понять, да? Во-первых, он ищет самое главное в жизни и не находит. И это достойно уважения. А во-вторых, и это важно, обратите внимание, что такой человек, он не стал отвлекать свое внимание на другие мелочи жизни, да? Он не стал подменять истинное счастье заменителями. Он прям ищет, и хреново ему от этого. Так бывает, да. Ну и высокомерие, да. Высокомерие по-разному проявляется. Во-первых, мы, звуковые люди, все знаем точно, да. Вот это многие люди говорят там, мне кажется, с моей точки зрения, там, я думаю. А мы знаем точно,
Вот так. Вот так. Вот я знаю, меня слушайте. Я знаю, как устроено. Я знаю, как правильно, как надо. Есть у нас такая, грешны мы этим, особенно когда анальный вектор у нас есть из нижних. И, ну вот так, например, да, высокомерие проявляется. Высокомерие проявляется, когда мы, например, вы разговариваете со звуковым человеком, а он вас не видит. Он смотрит, у него взгляд так спокойно перемещается, или он вообще на вас не смотрит. Вот там стоит, например, стул, а вот здесь я. А он смотрит на стул, а разговаривает типа со мной. Обидно, согласитесь, да? Обидно, когда ты не понимаешь, то ли ты как мебель для него вообще, то ли он тебя не слышит, то ли он придурок, то ли он прикалывается. Вот, но тоже надо понять, что он в другом мире, у него другая психика, он по-другому работает. У него вообще само усилие выйти из себя наружу и слушать вас, это уже усилие. Это во-первых. А во-вторых, он защищается от собственной неадекватности, друзья. От собственной неадекватности защищается звуковой человек. Он же понимает, что не фонтан, как это все выглядит со стороны, и что он, ну, он немножко, мягко говоря, так для остальных странноват такой. Ну, мы же тоже понимаем это, да? Поэтому высокомерие это повод как бы говорить себе, что я умнее других, поэтому мне типа с ними не интересно. Чтобы не говорить себе самое страшное, что я оторван от этой жизни, я оторван от людей. Да? Вот что действительно страшно. Но не каждый же себе так скажет. Намного легче сказать себе, что я умнее, поэтому мне с остальными неинтересно. Вот так, друзья. Вот так. Это был звуковой вектор. Это был звуковой вектор. Надеюсь, вы поймали его. Он вам понравился. У него тоже есть свои плюсы, свои минусы. Как у всех. Сложилось? Особенно если ты действительно умнее. Ну да. 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 Итого, смотрите, вы уже в системе векторов знаете, и я думаю, что чувствуете 3 вектора, да? То есть, ну, 3/8. 3/8, почти половину. Зачем звуковики вообще? Затем, чтобы познать смысл жизни и рассказать об этом всем остальным. Зачем же еще? Понимаете, вся эта штука, вся махина работает, никто ни хрена не понимает зачем. Вот звуковой вектор может разобраться и рассказать другим. Так, ну что? Ну что, пойдем дальше? Пойдем дальше. Пойдем дальше. Так, друзья, мне тут пишут такую штуку, я на нее потрачу буквально 2 минуты. Я извиняюсь, что мне приходится про это говорить. Вот, но коли уж это началось, так что, надо, получается, сделать нам прививку, чтобы не заразиться. Значит, смотрите, я вчера вам рассказывал, что система векторов это самая скандальная психология начала 21 века, потому что тут уже кто во что гораст, да, и есть люди, которые после смерти автора пытаются присвоить ее себе. Вот, приходится сражаться с ними в судах, на поле Роспатента, интеллектуальных прав и так далее. Но есть такой нюанс. Есть группа граждан, да, которые, к сожалению, они пытаются меня всячески дискредитировать. Ну, они работают на того самого ученика, который хочет присвоить все вот это знание себе. Вот, поэтому они, как мне сегодня написали,
несколько человек уже, они делают такую штуку. Они стучатся к моим клиентам и под разными соусами, я не знаю, как они их выбирают. То есть кому-то они представляются, что вот мы с вами вместе в группе, там, кому-то они говорят, что они обманутые мной клиенты, кому-то они говорят, что там я с ними что-нибудь плохое сделал, там, или что они у меня плохие результаты получили. Короче, они как-то ищут подход к каждому. Я не знаю, как конкретно, но делают они примерно следующую штуку. Они составляют список людей, внедряются в наши группы. Знаете, как это, волк в овечьей шкуре. Вот, собирают контакты, скайпы, имейлы, странички ВКонтакте. И потом пытаются под видом добрых людей, которые хотят предупредить, пытаются всячески дискредитировать меня. Кидают ссылки, пишут обо мне клевету всякую там и так далее. Я их нескольких поймал, на самом деле, в 2013 году, засудил и отсудил у них 500 000 рублей за клевету. Поэтому они очень этого боятся, они действуют анонимно, там, под вымышленными именами, под вымышленными логинами, под фейковыми страничками. Вот. Поэтому я просто хочу вас предупредить, что если вам вот такие люди, назовем их нейтрально, пишут, да, то вы просто знаете, что это идет нечестная конкурентная борьба. И человек, который пытается присвоить себе чужое открытие, ну, он действует вот такими вот, к сожалению, неприятными способами. Вы совершенно смело можете посылать их куда подальше, а если хотите приколоться, можете попросить у них паспортные данные, чтобы вы сразу увидели, что это фейк, да, то есть они не готовы отвечать за свои слова, они знают, что я сразу пойду в суд и покажу, что это клевета. Вот. Но они внедряются, там портят, да, действительно, портят настроение, там пишут гадости. То есть всячески изо всех сил они пытаются, чтобы никто больше не рассказывал знания о векторах. И любые средства для этого используют. Ну, нам с вами это просто надо понимать, что в семье не без урода, даже в нашей молодой семье знания векторов. Вот. Такое бывает. Такое бывает, относитесь к этому спокойно, внимания не обращайте и просто двигаемся дальше. Ну, так как уже начался этот процесс, как я понял, вот по этому тренингу, поэтому я вас предупреждаю. На всякий случай я скажу, что я никого не обманывал, я реально хорошо, качественно, по-анальному стараюсь делать свою работу, делюсь знаниями, которые я имею, я работаю над своими продуктами, я реально кайфую от своих результатов и от результатов моих клиентов. Вот. Я стараюсь делать достаточно качественный продукт, высококачественный тренинг. Я имею в виду сейчас все тренинги, и никаких там у меня не заложено в это мошенничеств, обманов и так далее. Мне это совершенно не интересно, я очень заинтересован в том, чтобы я развивался, люди вокруг меня развивались, и мы все от этого выигрывали. Все, больше не буду на это время тратить. Наше с вами драгоценное. Я вот только единственное, что, ребята, начинаю опасаться, что мы не успеем с вами оральный вектор. Следующий у нас зрительный. Ну ладно, не будем терять время. Пам-парам-пам-пам. Пам-парам-пам-пам. Спасибо за поддержку, кто пишет в чате. Значит, зрительный вектор. Все, отвлекаемся. Настраиваемся на новый психотип. Значит, с чего бы я хотел начать? Я бы хотел начать с того, что зрительный вектор, друзья мои, это традиционно мы его относим к женским векторам. Поэтому большинство примеров, которые я вам буду приводить, это будут примеры про женщин. Это не значит, что
У мужчин этого вектора нет. Этого вектора у мужчин столько же, сколько и у женщин. Вообще вектор это как пол, как мальчик или девочка. То есть это либо есть, либо нет. Не бывает такого, что вектор на 10%, на 20%, на 50%, на 70%. Это невозможно. Это либо беременна, либо не беременна. И это никогда не пройдет. Да? То есть как в знаменитом анекдоте, где восьмиклассница видит, что у нее животик подраспух и надеется, что это пройдет. Это не пройдет. Это уже все. Вот. Либо есть, либо нет. Не рассосется. Так вот, у мужчин зрительный вектор встречается так же часто, как и у женщин. Но если женщины, наоборот, это в себе акцентируют, взращивают, выпестовывают, кормят это своим вниманием, то мужчины бегут от этого как черт от ладана. Почему? Потому что зрительный вектор живет у нас, это мастер гармонии, это, можно сказать, мастер эмоций. Зрительный вектор живет у нас в эмоциях. Это вектор чувственный, это вектор эмоциональный. Он делает людей тонкими. Ну, знаете, вот есть такое понятие люди тонкой душевной организации, люди ранимые, люди тонко чувствующие. Ну, вы же понимаете, что когда, если это применить к мужчине, то это как бы такой мужчина получается. Ну, как вам сказать? Ну, не уважают таких. Как будто, как не мужик, как сказал бы человек с анальным вектором. Ты чё не? Чё ты как не мужик? Чё ты как тряпка? Чё ты как баба? Вот. Поэтому, так, имейте это в виду, да, что у мужчин это есть, столько же, сколько и у женщин. Но просто женщины это акцентируют, а мужчины это, знаете, вот в какой-нибудь уголок такой потемнее стараются задвинуть и никогда туда больше не смотреть. Итак, какое же главное переживание имеют внутри зрительные люди? Дело в том, что когда вы живете в эмоциях это что означает? Ну, это означает, что вы все время в энергиях, в таких вот... вас все время колбасит, так если по-простому. Да? То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. И так как у вас внутри вот это эмоциональное все время бурление есть, да, то вы же и в других начинаете это чувствовать. То есть вы становитесь очень чувствительными. И мы, когда вот такие чувствительные, такие тонкие натуры, такие глубокие, такие вот, знаете, такие вот яркие индивидуальности, как нам кажется, по сравнению с остальными, нам немножко неуютно становится в этом мире. Потому что мир-то, ну, в нем же все есть. В нем есть кровь, в нем есть гной, в нем есть вонючие помойки, в нем надо в троллейбус, я вот помню, в школу ездил, в Питере, там залезаешь в 31-й троллейбус, вот так вот, там 5-й троллейбус, ты стоишь в очереди, уже все в остервенении. Ну и как бы, либо ты в троллейбусе, либо ты не в школе, понимаете? На карту-то все поставлено, а если ты в школе, то кто-то не на работе. Ну, у нас тогда был разрыв в метро в Питере, поэтому прям реально бойня была. Вот, и вы знаете, тонким, чувствительным натурам иногда бывает сложновато наблюдать вот это, в этом во всем участвовать, в этом зверином каком-то ужасе. Ну, то есть мы не понимаем, как так можно. Как можно человека в подреберье локтем? Как вообще можно довести людей до этого, до такого состояния? У нас, как вам сказать, человек же это же индивидуальность. Это же целый внутренний мир. Ну как же можно целый внутренний мир вот так локтем под ребра?
Мы искренне не можем понять, как вы живете в этом мире. Вы же как звери, люди. Вот, поэтому нас вот эта вот вся штука, она немного пугает. Немного пугает, понимаете? Такой тонкой чувствительной натуре, такой яркой, когда ее, понимаешь, в одном автобусе за жопу вот так орально-анальный субъект натискал, во второй ее просто не впустили, двери захлопнулись вот так перед носом. Нам в этой реальности очень неуютно. Нам очень в ней тяжело. Поэтому, ну чего скрывать? Боимся мы ее. Боимся мы ее, этой самой реальности. И практикуем разные способы выживания. Так вот, главное, к чему мы стремимся, наше главное переживание, к которому мы очень-очень подсознательно нацелены, направлены, это переживание как внутренней безопасности. Что у нас есть какая-то гарантия, что вот этот мир страшный, ужасный, он нас не съест, не раздавит, локтями не застукает. Ну, короче, что у нас останется место, желательно вот где-то на подоконнике, в вазе, в красивой. Место, на котором мы будем стоять, нас никто не будет трогать, нами будут любоваться, и мы будем радовать всех остальных. Поэтому ключевое переживание в зрительном векторе – это желание, одно из ключевых, это желание самовыразиться, показать, насколько ты яркий, насколько ты индивидуальный, насколько ты не такой, как все, насколько ты глубокий, тонкий, какой в тебе глубокий внутренний мир неповторимый, какая яркая палитра переживаний в тебе, какой ты эмоциональный человек, как ты чувствуешь жизнь, как ты чувствуешь других людей. Вот что мы хотим вам принести и показать. Понимаете? Поэтому, когда вы открываете нашу страничку ВКонтакте, вы видите женщину, она ярко накрашена, она обязательно в каком-нибудь цветастом платье, в какой-то вычурной позе. И ну вот это с нее все льется прям с этой страницы. Но надо понимать, что во многом это построено на вот этом довольно страшном ощущении страшного мира. Итак, безопасность, которую мы, от которой мы убегаем в собственную яркость, индивидуальность, неповторимость в самовыражении, от которой мы убегаем в отношения. Мы очень любим, когда в хороших отношениях мы со всеми остальными. Очень любим. Очень любим, когда все хорошо, когда мы делаем друг другу приятное, когда люди друг другу улыбаются, никто ни с кем не ссорится. Вот когда мы все вместе, все здорово. Вот так это любим. Ну вот правда, ребят, вот что вы не такие? Ну зачем вы все? И еще третья морковка, да? Третья морковка спереди. Третье переживание, к которому мы стремимся, это быть нужной или любить. Я причем специально их так разделил, да? Зависит от развития зрительного вектора. Менее развитый зрительный вектор, он хочет быть нужной. Он или она, да? И очень много построено на нужности. Постоянный эмоциональный шантаж, что если что, то я уйду, если что, вы меня потеряете. И все построено, да, брачные отношения строятся на том, чтобы защититься от страшного мира с помощью какого-то сильного мужчины рядом. Да, ребята, давайте жить дружно. Но быть нужной — это совершенно не то, что любить. Да? Почему? Потому что быть нужной — это в себя, вовнутрь.
А любить это наружу, это то, чем хочется поделиться. То есть до этого надо дорасти. Так вот, зрительный вектор развитый, это редкое явление в нашей жизни, достаточно. Но оно встречается. И он уже привлекает к себе внимание и входит в отношения не для того, чтобы быть нужной, не для того, чтобы получить, для того, чтобы поделиться. То есть не от страха, как я писал, не от страшного мира, не от того, что не может локотками в троллейбусе, а от того, что хочет поделиться состоянием внутренней гармонии. И тогда это уже не что-то маленькое, что убегает от страшного мира. Это очень большое, очень глубокое чувство, которое называется любовь. Оно настолько большое, что о нем слагают песни и баллады. И все о нем поют, только мало кто может прочувствовать, что это такое на самом деле. Итак, срезюмируем, да, главное переживание, морковка спереди, зрительный вектор, это когда мы самовыражаемся. Вы на нас смотрите, мы вам нравимся. Нам так нравится другим людям. Это когда мы создаем свой маленький безопасный мирок, где у нас хорошие отношения с мамочкой, с папочкой, со своими детишками и с мужем. Все это наше маленькое пространство, где нам хорошо. И когда мы нужны, и вы нам нужны, и мы все друг друга любим. Вот это идеальное наше состояние, понимаете? Мы всем нравимся, мы чувствуем себя защищенными, нас никто не трогает, мы всем нужны, нами восхищаются. Все у всех хорошо. Но жизнь, естественно, она накладывает на нас свои нюансы, свои реалии. Вот, и с этим становится тяжело. Тяжелее всех, естественно, с этим становится кому? Мужчинам, да. Вот реально, чего мужчина все ненавидят, мужики сейчас меня поймут, так это эту зрительную хрень. Нет такого пятного водителя, который настоящий мужик не попробовал, чтобы вытравить из себя, выдавить, вывести каким-нибудь образом эту гадость зрительную. Потому что она делает мужика слабым. Мужчина начинает думать: Господи, да что ж со мной не так? Ребенок в детстве наблюдает, как, я не знаю, там в песочнице один мальчик схватил другого за горло и бьет его железной машинкой по голове, потому что они не поделили один угол этой песочницы. И у зрительного ребенка, у зрительного мужчины, у него, понимаете, у него начинает откликаться это в сердце, что, я так не могу. Я не могу так поступить с другим человеком. Я же вижу, ему больно. Ему больно. Как же можно делать человеку так больно? А ему говорят: батька анальный дома говорит, мужик настоящий. Да он бы не просто машинкой бы в морду дал, он бы взял топор и добавил бы еще. И догнал бы еще добавил. Понимаете? Тут батька, тут песочница. В школе это вообще хрен знает, что творится. Еще на карате отдали. Какая-то у мужчины начинает складываться ощущение, что с ним что-то не так. Что он какой-то не такой, что ли, может, Бог что-нибудь попутал там, я не знаю, он когда там посыпал там, чем он там посыпает людей перед тем, как их отправить в нашу вселенную. Может, он попутал чего там, соль с перцем перепутал или еще какие-то ингредиенты. Иногда мужчина так далеко заходит в этой путанице, что он меняет пол, ему кажется, что он девочка, понимаете? Ему кажется, что он девочка, потому что он внутренне переживает себя слабым. Поэтому
Как складывается жизнь зрительного мужчины? Сложно она складывается. Ему довольно сложно проложить себе путь в настоящем мужском коллективе. Вот. В принципе, он может это найти, да? То есть женщина, понятное дело, что реализует это через семью, через воспитание детей, через свой внешний вид, через то, как она ухаживает за собой, как она вдохновляет. Вот. Но мужчина тоже может себя в этом найти, да? То есть это что будет? Это будут разные темы, которые будут касаться управления образом, да? То есть реализация зрительного вектора происходит так или иначе через управление образом. Женщина управляет образом, когда идет по подиуму, ходят бедра у нее, как поршни у Феррари. Она вся такая, вот вся из себя такая, тонкая, глаза закатаны, в таких иллюзиях, что если подвернется, так свалится вся эта конструкция с подиума вместе с каблуками. Вот, но она в образе, понимаете, она в образе. Фотография, рисунок, да, это уже то, что может делать мужчина. Мужчины-модели, наверное, не очень приветствуются, а вот то, что касается искусства, изваять из мрамора, что-то. Модельеры, если вы обратите внимание, огромное количество мужчин. Дольче Габбана, Армани, там всякие Лагерфельды, Хильфигеры, это же все мужчины со зрительным вектором, реализованные через управление образом, да? Зрительные мужчины – это единственные мужчины, которым нравится женщину не раздевать, а одевать. Можно так сказать. То есть зрительный мужчина одевает женщину, чтобы анальный мужчина грубо на ней все это рвал потом, или кожный стягивал это медленно, или оральный зубами. Да? То есть, все действуют, любой нормальный мужик, он с женщиной хочет снять лишнее, да? И только зрительный хочет на нее лишнее надеть. И это, конечно, все, что связано с вдохновлением. Вдохновлять, настраивать, показывать, давать импульс, да, то есть своей красотой, своей гармонией. Вот такие вещи. Праздники, например, устраивать. Как мы уже с вами привыкли, что если есть переживание, которое морковка спереди, да, то есть к которому человек стремится, то, естественно, есть переживание, от которого человек убегает. Что это за переживание такое? От чего зрительный вектор убегает, как, не знаю, как черт от ладана? От чего он бежит? Чего он никогда не хочет пережить? Что является для него адом и проклятием? А меня слышно сейчас? Что-то мне пишет, что я пропал. Друзья, слышно ли меня сегодня? Не сегодня, точнее, а сейчас. Так, такое ощущение, что не слышно. Так, друзья. Сейчас я микрофончик настрою. Слышно, видно? Окей, мы на связи, да? На чем мы остановились? На чем же мы остановились? Мы остановились на том, что только зрительный хочет на женщину что-то надеть, да? Окей, ну что, погнали дальше. У вас как бы ловится
вы ловите вообще, что такое мастер эмоций, мастер образа, мастер гармонии? Что такое зрительный человек вообще, как он переживает эту жизнь? Окей. Значит, от чего бежит зрительный человек? В чем его морковка сзади? Ну, конечно, он бежит от серой неинтересной жизни. Вот самое, самое неприятное, что можно жить, это будучи внутри такой звездой, такой яркой личностью, такой глубокой индивидуальностью. Это прожить серую, никчемную жизнь. Не собрать свои аплодисменты, понимаете? Не увидеть ваши влюбленные глаза, не ловить ваше восхищение, не видеть результат, как мы вдохновляем, как мужские глаза загораются, когда вы видите нас. Не любить себя. Не любить себя, понимаете? Не любить свой образ, не любить, как ты выглядишь. Не чувствовать себя достаточно нужной, не чувствовать себя к себе достаточно внимания. Вот от этого состояния мы убегаем. Вот от этого состояния, что нас не любят, что мы не нужны, и что наша жизнь — это серые будни. Если это происходит, то тогда зрительный человек, зрительная женщина, да и мужчина, в принципе, тоже становятся капризными, истеричными, начинают жалеть себя. Вообще, жалость к себе, кстати, это отдельная тема. Это отдельная тема, как зрительный человек жалеет себя. Он воспевает жалость к себе. Это можно балладу сложить о том, как зрительные люди с какой глубиной, с какой отдачей, с какой печалью они жалеют себя. Как они это показывают. Свои фотографии, на фоне идет дождь, и по окну бегут капельки дождя, и все грустит, и я грущу, и как со мной поступили, и как мне плохо, и никто меня не любит, и никому я не нужна такая красивая. Такое настроение, лежу на кровати, волосы разбросаны, меня обидел мужчина, мой мужчина поступил со мной нехорошо, ну и так далее, да. Тут один товарищ знакомый такой отчебучил на вопрос, в чем счастье, он сказал так: счастье — это просто способность чувствовать счастье, потому что у меня нашли какую-то редкую болезнь, и я не могу чувствовать счастье. И вы, люди, не понимаете, что вы счастливы просто потому, что у вас есть такая способность, которой я лишен. И столько в этом зрительного пафоса, и столько в этом всего, вот этого надрыва самолюбования в собственной грусти, печали и горе. Такой, знаете, театр в каком-то смысле. Еще, конечно, мы убегаем в мир иллюзий, друзья. То есть зрительные люди, они бывает так, что уходят в какую-нибудь эзотерику, какие-нибудь гороскопы, верят во всякую ерунду, в НЛО, в приговоры, заговоры, наговоры, в привороты, повороты, завороты, сглазы, подглазы, переглазы, глаз, главное, зрительный вектор, да, с глаз. Плохо посмотрел. Вся эта штука, она пышным цветом цветет на чем? На вере зрительного вектора, который вместо того, чтобы посмотреть наружу в то, как устроен мир, прячется в свои эмоции, подменяет истинное познание мистикой, таинственностью, да, то есть он больше занят получением удовольствия и напускной аурой на себя какой-то и туманом.
Еще, не дай бог, начинает управлять стихиями, да, своей жизнью управлять не может, но управляет там какими-нибудь тучами, погоду заказывает. Знаете, есть такие, которые погоду заказывают. Ты закажи себе зарплату нормальную. Нет. Он погоду заказывает, понимаете? Ну закажи себе счастье, радость. Нет. Вот могу заказать, хотите, солнце будет. Ой, нет, не пошло. Или наоборот пошло. Вот так. Вот такая интересная психика. Значит, дальше возможности, да? Возможности. Ну, как вы понимаете, не сильно разбежишься с возможностями, да? Не сильно разбежишься с амбициями, если ты банально слаб в этом самом мире вещей. Вы согласны? Мы же его боимся, этого мира, как вы поняли уже, да? Мы его не понимаем. Мужчина вообще в себе все это люто ненавидит. Женщина это подчеркивает и перенаправляет в другую сторону. Но в целом тут не до амбиций. У нас нету такого вот желания, там, знаете, что я вас разорву и съем в сыром виде без кетчупа. Нет у нас такого. Не уйдешь далеко, понимаете, с психикой, с настолько подвижной, настолько ранимой психикой, что там тебе комментарии написали ВКонтакте, что ты хреново выглядишь, и она потом ходит весь день и не может понять, вот зачем он это написал. Ну вот зачем он это написал? Он что, не понимает, что тонко чувствующий человек, он потом не сможет отогнать от себя вот эту вот мысль никак. Ну вот зачем он это написал? Ну как так можно вообще вот взять и незнакомому человеку написать вот такую гадость под фотографией? А может человек старался, а может человек болел, может плохое настроение было. То есть мы не держим удар совершенно, понимаете? Ну нам гадость написали, у нас весь день плохое настроение. Ну да какие тут амбиции, друзья мои, какие тут победы, какие тут сражения. Вот бровь вот так вот нахмурил соперник, и уже все, душа в пятки ушла. Поэтому мы совершенно по-другому представляем себе, как все должно работать. Да? Вот мы как бы со своей моделью мира приходим, с тем, как нам кажется, все должно быть устроено. Эта модель примерно, знаете, как елочные игрушки. На елочке висят. Вот представьте, жизнь это такая большая елка. И на ней висят елочные игрушки. И каждая игрушечка имеет свое место. Да? То есть у всех свое место. Каждая на своей веточке. И каждая блестит. Такая красивая-красивая. Красивая-прекрасивая. И все радуют глаз. И никто никому не мешает. Никто никого не трогает. Вот как было бы здорово, если бы вот так было. Вот мы видим возможность через вот это. И кто больше всех понравился, ну, тот и молодец. Да? Здорово же было бы в таком мире жить. Особенно нам, зрительным людям, которые умеют выделяться на фоне остальных, которые не умеют выделяться. Ну, здорово же было бы жить в таком мире. Согласитесь. Поэтому, друзья мои, когда мы переходим к теме конфликтов, а у нас обычно следующее это конфликты. Ну, вы сами понимаете, тоже довольно сильно у нас тут все запущено. Мы же не любим насилие, понимаете? Не любим насилие над собой и не умеем оказывать насилие на других людей. Мы настолько иногда беззащитны и настолько милы в своей слабости, что нас просто, знаете, жалеют и не бьют поэтому. Наша стратегия поведения в конфликтах ее очень хорошо описывает кот Леопольд. Вот кто-то написал уже в чате, я читал, да? Ребята, давайте жить дружно. Поэтому мы не любим конфликты. Мы не любим, когда люди ругаются, мы не любим, когда люди обижают друг друга,
Мы не любим, когда люди из-за денег, из-за каких-нибудь, из-за имущества что-то не могут поделить и делают друг другу больно. Ой, да нам проще бросить это и отказаться. Нервы дороже. Но исторически, конечно, так сложно было выжить, да? Человеку со зрительным вектором, мастеру гармонии. Так сложно было выжить. Да? Мы вообще мы больше себя позиционируем как те, на кого надо ориентироваться, как те, кто вдохновляет других. Поэтому мы вот думали, как же нам вот так поступить-то, вот когда конфликты эти самые долбанные происходят. Вот что же делать, как же быть? Мы думали и придумали. И придумали такую штуку. Называется «Подставь щеку другую». Гениально вышли из положения, да? Что такое «подставь щеку другую»? Это когда тебе треснули по морде, ты не встаешь и не даешь в обратку, а ты делаешь неожиданный ход по отношению к обидчику. Ты раз и подставляешь ему другую щеку, чтобы он еще раз тебя с другой стороны треснул. И делаешь это в надежде, что его пробьет, у него это откликнется. Что, вы знаете, мы же верим, что на самом деле каждый человек внутри, где-то очень глубоко внутри, он хороший на самом деле. Он просто затюканный, забитый, или он не понял, или он обозлился, или его обидели, он что-то пережил. Но внутри все хорошие. Поэтому мы рассчитываем, что если мы другую щеку подставим, то по ней не треснут, а он поймет, он увидит наше согласие, нашу гармонию и будет на нас ориентироваться. Вот так нам кажется. И иногда срабатывает, если там с другой стороны такой же зрительный, он случайно нас задел. Но по большей части нет. По большей части граждане из нижних векторов, да и в принципе все остальные тоже, они начинают совершенно циничным образом вот этой нашей «подставь щеку другую» пользоваться для собственной шкурной выгоды. Такие дела, друзья, такие дела. Какая у нас же в итоге жизненная позиция? На самом деле жизненная позиция у нас примерно такая вот суетливо-пассивная. Внешне это очень сложно сказать, что она у нас такая. В принципе и не скажешь, потому что мы такие вот, мы активные, у нас много движения, мы любим встречаться, мы любим сходить, потанцевать, посидеть за столом, пообщаться. И плюс у нас же еще амплитуда скачет эмоциональная, да, нам всплакнуть, как вам в туалет сходить. Мы легко можем по 3 раза на дню по разным поводам, знаете, просто вот как сказать, сбросить лишний груз. Там какой-то эмоциональный. У нас это легко. Вот. Но почему я говорю пассивное? Да, вроде как это все выглядит внешне как активность. Но почему я говорю пассивное? Потому что все это, понимаете, вокруг мелочей. Есть такое выражение «буря в стакане». Да? Когда вокруг какой-то ерунды абсолютной человек устраивает большое эмоциональное движение. Мы можем переживать по поводу какой-нибудь там, я не знаю, одел ли ты шапку, да? Он уже ушел давно. А мы весь день переживаем, ушел без шапки. Вот как он там будет? То есть, это для других людей может быть совершенно несущественно. Они этого даже не заметят. Но ведь ветер на улице. Поэтому мы, зрительные люди, так как мы боимся этого мира,
чаще, да? Те, кто в любви, те не боятся. Но те, которые в страхе, те боятся. Вот. Мы, конечно, действуем от кнута. От кнута. Мы действуем от жалости к себе, от страха. Нам кажется, что мир и так очень страшный, в нем и так много плохого происходит. И чтобы добиться чего-то хорошего, ведь надо... Но надо же других людей расталкивать. Ведь если я заберу эти деньги, то их не заберет кто-то другой. Если я сяду на стул, то на него не сядет кто-то другой. И везде вот это вот надо вот распихиваться, да, плечиками. Плечиками такими, знаете, у нас плечики такие тонкие, такие сладкие, такие нежные. Ну, короче, не лезем мы в это, да. У нас свой уникальный способ решения проблем. Мы ждем, пока решится само. Мы даем человеку понять. Вот у нас муж, например, начинает предъявлять нам претензии. Что у тебя тут не постирано, посуда не вымыта, чем ты занималась весь день? Ну, мы думаем, плохое настроение, ладно, я его пойму. А он наглеет, он же понимает, что вы не сопротивляетесь. Да? Он борзеет еще пуще прежнего. А мы опять ему, видимо, еще хуже. Ну, надо человека понять. Вот мы вот этим понять, мы можем понять даже Чикатило. Мы не понимаем, что вот этим понять мы человека стимулируем к тому, чтобы он борзел. У нас всегда вот этот конфликт внутри есть. И, естественно, мы, кстати, как анальные люди, у нас много общего с анальным вектором зрительным. Нам тоже нужны авторитеты. Мы тоже ищем какие-нибудь системы. Вот я рассказывал уже про эзотерику, но в принципе там веды, христианство — это религиозные концепции, которым часто следуют зрительные люди. Почему? Ну, во-первых, потому что они импонируют нам, да? Древние знания, проверенные, надежные, глубокие, мудрые люди рассказывают, как надо жить. И самое главное, там все в гармонии, вот там не убей, не укради, вот это все, это нам очень близко. Поэтому мы с упоением следуем всему этому и транслируем это наружу. Ну что? Заходит, да? Чувствуете? Откликается, резонирует? Резонирует зрительное состояние у вас? Оральный хотите? Да нет, я чувствую, что оральный нам придется с вами отложить на завтра, на самом деле. Друзья мои. Сожмем диагностику и, видимо, завтра расскажу вам оральный. Так, про риск, да? Про риск. Где зрительный вектор и где риск? Да, как вы думаете, как они взаимосвязаны, зрительный вектор и риск? Риск, конечно, это не наша тема совершенно. Совершенно не наша тема, риск. Мы, конечно, можем себя накрутить, например, да? Мы можем начитаться «Трех мушкетеров» или посмотреть фильм про Бэтмена или про Супермена. И смотришь, как он летает, спасает людей, а мы же эмоциональные, нас сразу начинает переть, вот это все. У нас играет кровь, я уже вижу, как я, как Бэтмен, спасаю людей, и восхищенные глаза, и все благодарные такие. А потом, не дай бог, какой-то злодей, шальная пуля, она меня ранит смертельно, но я его убиваю, но я вынужден погибнуть вместе с ним. И все собираются, и все плывут, и понимают, какого человека они потеряли, какой он был герой. Вот это наша тема, на самом деле, вот так в фантазиях полететь. И чтоб все жалели и рыдали, какой я был, и как я им был нужен, и как они меня недооценили. Прям наша тема. Прям наша тема. Но прикол в том, что при виде блеска ножа в темной подворотне, да? Отблика. Бэтмены,
Супермены, Крепкие орешки, Терминаторы, Зорро. Все вот это, оно улетает в миг из нас. Просто как будто и не было никогда. Вот это, конечно, знаете, наше проклятие, понимаете? Мы можем себя накрутить и можем сказать, все, с этого момента я все. А через 3 часа, где оно? Где это состояние? Его нету. Его нету, понимаете? Оно улетает. Поэтому наш реальный основной риск — это не ходи на улицу без шапки. Вот примерно, что у нас с рисками происходит. Более того, у нас, понимаете, я вот не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что все это только от страха. Все-таки огромный смысл зрительного вектора в любви. И он не только потому не сражается с другими и не впадает в звериное состояние, не возверяется, да, а он действительно способен прожить самую настоящую любовь к другому человеку, глубокое чувство сочувствия и переживания. И понимаете, это два в одном. Это с одной стороны страх умения развитых зрительных людей, да? Но с другой стороны это уже действительно любовь у более развитых зрительных людей. Не путайте это и не складывайте все под одну гребенку. У нас есть вот эта вилка, да? У нас есть эта вилка с одной стороны, у нас есть другая вилка с другой стороны, потому что мы, с одной стороны, очень хотим выделиться, да? Показать, какие мы вот особенные, глубокие, яркие, индивидуальные. А с другой стороны, любовь — это же слияние, да? То есть, это же мостик к другому человеку. Поэтому здесь и то, и другое. Конечно, страхи — это наша тема. Это наша тема. Все страхи, какие вы вот сможете придумать, все абсолютно. Страх, я не знаю, там, клавиатуры, страх белой стены, страх пауков, страх змей, страх купаться, страх летать, страх высоты, страх ограниченного пространства, страх вебинаров про зрительный вектор. Любой совершенно, какой вы не придумаете, это все живет и пышным цветом цветет в душе зрительного человека. То есть это именно зрительный человек склонен впадать в это, потому что мы очень мнительные. Есть специфические страхи у разных векторов, да, свои. Вот как у звуковика, например, страх сойти с ума. Как у кожного вектора страха прожить в бедности. В бедности прожить. Старость. Вот. Кожный вектор в этом смысле это не актер прирожденный. Но он может как-нибудь криво сыграть что-нибудь, да? Например, не знаю, там, не обращать всю жизнь на ребенка своего внимания, так чисто потребительски к нему относиться, а в конце сказать: я же был всю жизнь тебе отцом, ты же поможешь мне, когда я буду старенький. Так вот, это верх его актерского таланта, это он может изобразить. Вот, но у зрительника, понимаете, это не отдельные страхи, это не отдельные деревья, это букет. Я подарю тебе букет. Вот это про зрительников, про их страх. Мы очень мнительные, понимаете? Мы можем бояться бабушкиного комода, потом бояться комнаты, где бабушкин комод, потом того дома, где комната, где бабушкин комод, потом той улицы, где дом, где комната, где бабушкин комод. Потом мы начинаем бояться самого воспоминания о улице, где дом, где комната, где бабушкин комод. Потом просто мы доходим до того, что вот просто у нас мелькнула вот эта мысль, и все, это настолько страшно и ужасно, что мы не можем об этом говорить. Итак, поймали, я думаю, да? Что с риском у нас не очень, и не самые мы сильные люди. Значит, в чем же наши силы?
Мы в этом смысле очень уникальны, кстати, потому что наша сила в слабости. В слабости. Помнишь, подставь щеку другую? Помните? Вот. Золотое правило христианства. Относись к другому так, как ты хочешь, чтобы он относился к тебе. То есть не навреди. Наша сила в том, кстати, вот в чем сила христианина, вы знаете? Вообще. Его сила в том, что он останавливает зло на себе, оно дальше не идет. То есть он же не реагирует злом на зло. То есть если кто-то сгенерил зло и пошла волна, там один ударил ему, ответила, там кровная месть и все такое, то на зрительном человеке, на человеке с христианскими ценностями это остановится, потому что он не ударит в ответ. И в этом есть глубочайший природный смысл. Мы те, кто останавливает зло на себе. Иногда мы настолько не готовы воевать, мы настолько не готовы поднять на вас руку, что готовы умереть, лишь бы не нанести удар. И это реально, вы знаете, это реально иногда цепляет, что это не театр, а это действительно глубокое убеждение. И что мы готовы открыться вам, отдаться вам, да, вот. Это во многом вызов, например, для любой женщины. В русском языке говорят, женщина замужем, да, замужняя, замужем. То есть женщина показывает мужчине, что она доверяет ему себя, самое ценное, жизнь свою. И он через это получает вдохновение, да, то есть она в нем видит такого мужчину, которому она отдалась. Не только телом. Она отдала ему самое ценное, всю себя, да. И это в мужчине будоражит, это в нем разбуждает такого вот рыцаря-самца, зверя. И на это надо иметь силу, понимаете? Надо иметь силу на то, чтобы открыться внутренне и впустить туда другого человека. Поэтому наша сила в слабости. И для женщины, на самом деле, в каком-то смысле, это подвиг, если она умеет это делать. Конечно же, наша сила в любви. Наша сила в любви и в близких людях, потому что вместе, держась за руки, мы можем двигаться вперед навстречу опасностям, и нам, конечно, легче. Мы друг за друга прячемся. Да, так работает тоже. И, конечно же, наша сила в красоте. Не только во взаимоподдержке, да, но еще в красоте. Мы так и говорим, красота спасет мир. Потому что красота – это первое следствие гармонии. То есть, показывая своей красотой, мы говорим вам, смотрите, как вы могли бы выглядеть. Смотрите, как вы могли бы чувствовать, если бы вы жили по тем же правилам, что и мы. Зачем же вы друг друга обижаете и гадости в чате пишете человеку, который ведет тренинг, да? Вот так. Если все это работает, то человек со зрительным вектором, он получает свое переживание, он получает свою любовь, он получает свою защиту. Причем не в обмен на убегание от страха, а именно из любви, из красоты, из вдохновения. Он блистает в своей жизни, собирает свои аплодисменты, восхищенные взгляды и одаряет этот мир своим состоянием любви и красоты. И все чики-пуки. А если нет, то жить нам чужими желаниями, потому что своих желаний мы боимся, да? Реализовать свое желание, это же страшно, это же надо проложить к нему путь, дорогу, место ему найти, да? Поэтому, если мы боимся этой жизни, то мы живем страшную жизнь, рабскую в каком-то смысле. Мы живем в мире чужих желаний. Нам приходится всех понимать, входить в положение каждого. И по сути дела, каждый отыгрывается за счет нас. Итак, ключи к тому, чтобы включить в себе зрительный вектор. Сосредоточьтесь, друзья. Да? Это важная информация, как вы сами говорили. Поэтому вручаю вам торжественно на блюде ключи от зрительного вектора. В чем первый ключ? Первый ключ
Это золотое правило, да, то самое. Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. Но его надо неформально выполнять. Да? Формально оно написано в Библии, оно недопонято, скажем так. А что надо делать, чтобы суметь так относиться? Ведь это же самое главное. Ну, понятно, задача, относись. А вот как к нему отнестись? А что, если он меня бесит? Вот, тут мы и приходим с вами к самому главному, друзья. Помните, что мы с вами делаем в конце каждого вектора? Я даю вам настройку на принятие. Настройка на принятие. Как мы говорим, что надо принимать других людей? Надо их почувствовать, да, то есть почувствовать, что ими движет. Вот это и есть то упражнение, которое включает золотое правило. Вот это и есть то, что надо делать, если вы хотите включить в себе энергию зрительного вектора, если вы хотите раскрыть свою эмоциональную красоту, если вы хотите прожить любовь, а не нужность, а не ненужность, да? То есть нужно настраиваться на другого человека и чувствовать его, чувствовать, что им движет, соединяться с ним, и тогда он вас не будет бесить. Почему? А как же вы можете беситься, если вы слились с ним? Значит, получается, вы сами на себя беситесь, да? Вот что такое жить в любви. Это чувствовать другого, как бы ему не было плохо, какой бы он ни был злой, в каком бы он ни был состоянии. Это почувствовать другого, как самого себя. Вот. Позволь другому быть собой, а другому быть другим, это не зрительный вектор, это кожники, им на всех насрать, да? Вы давайте по-своему, а я по-своему. Нет, это совершенно не то. В этом нет любви. Любовь – это слияние, да? Любовь в русском языке. Люди Бога ведущие. Бог – это что такое? Без ограничений, тоже в русском языке. Да, то есть, что такое без ограничений? Целостное, да? Тут нет отдельных границ, без ограничений. Целостное, мы с тобой слиты воедино. Итак, первое, почувствуй другого как самого себя. И второе, это гармония. Гармония, соответствие формы содержанию, да? То есть нужно обращать внимание не только на внешнее, кто как выглядит. Вот мужчины согласятся со мной, да? Иногда бывает, видишь девушку, и она просто богиня. У нее все идеально. Попа, там, я не знаю, все ухожено, все подтянуто, одежда. У нее бусики гармонируют, там, я не знаю, с сережками, ноготки накрашены, ножки длинные, на высоком каблучке. Ну, просто вот, хочется съесть ее, слизнуть просто одним движением. Но как откроет рот, Господи ты Боже, ты мой, хочется взять столь же прекрасный розовый скотч и заклеить его навсегда. Вот, понимаете? То есть то, что у вас снаружи, то и должно быть внутри, потому что критерий красоты – это внутреннее выражено внешним, внешнее выражает внутреннее. Соответствие формы содержанию. Вот за этим везде надо следить. Нужно не только казаться, нужно еще быть. Нужно не просто показывать, что ты красив снаружи. Нужно стараться быть им внутри. Поймали? Поймали ключи? На самом деле, вот если взять этот тренинг, я отвлекусь просто на минутку от темы, то именно над ключами я думал больше всего. Больше всего. Зачем мужчинам говорящая женщина? Вы знаете, мужчина это тоже человек. Попробуйте настроиться на него, и вы все поймете. Мужчина это тоже человек. Так,
Пойдемте дальше. Значит, что же такое жизнь для нас? Как мы видим жизнь? Ну, вы, конечно, уже поняли, как мы видим жизнь. Жизнь для нас это две основных вещи. Это сцена, Ее Величество сцена, где мы все блистаем, где каждый показывает себя другим с наилучшей стороны, подчеркивает свои достоинства, немножко скрывает свои недостатки. Вот. Это наш способ показать друг другу самих себя. Это наш способ посмотреть на людей, себя показать, да? Способ получить обратную связь, какой-то отклик на наш образ, почувствовать, как мы вдохновляем, вкусить свою силу наконец-то, да? Что мы можем оказывать влияние на других своей гармонией. И, конечно же, жизнь для нас это эмоции. Эмоции для нас это все. Понимаете? Эмоции, на которых и построен наш образ, это основа, это костяк нашей жизни. Вот, мужчины, может быть, вы обращали внимание, что если женщина пережила какое-то трагическое событие, травмирующее, например, рассталась со своим мужчиной, или он некрасиво как-то поступил, не дай бог он изменил ей, а для нее измена через зрительный вектор это что такое? Он недооценил ее, недооценил ее глубокий внутренний мир, ее индивидуальность. Так вот, если это произошло, то как она реагирует? Ну, я убираю там истерики, разборки, все такое. Она меняет внешность, да, то есть она меняет образ, она пытается повлиять на эмоцию через внешнее. Она пойдет перекрасит ногти, она сделает другую прическу, может подстрижет волосы, короче будут. Она по-другому оденется. Она как бы говорит, что вот та, которую предали, или та, которая вот с этой болью, она осталась в прошлом. А сейчас я другая. Я женщина, которая пережила это, нашла в себе силы, я стала сильнее. Да? Ну, так же они делают. Замечали? Вот. И что такое жизнь для нас? Это, естественно, отношения людей друг с другом. Отношения людей. Это эмоции, это отношения. Мы сразу видим, мы же тонкие люди, мы сразу видим, люди добрые или злые, глубокие или поверхностные. Мгновенно. Мы же поэтому и считаем себя тонкими людьми. Именно поэтому мы и пытаемся вдохновить, мы наделяем как бы окружающий мир какой-то эмоцией, которая с нашей точки зрения более красивая. Вот я крокодила вам плюшевого поместил на слайд, обратите внимание. Вот если вы зайдете в детский мир, да, то вы увидите там сообщество добрых зверей. Там лежат добрые крокодилы, добрые львы, добрые тигры, добрые медведи, добрые пантеры, добрые собаки. На практике мы же когда к крокодилу подойдем, да? Только когда он за пуленепробиваемым стеклом и вокруг 25 охранников, да? Зрительный человек же по-другому не подойдет к крокодилу. Вот. Или обойдет его за 10 километров стороной. Но, понимаете, мы не хотим жить в злом мире. Мы злой мир не любим. Поэтому мы всех вокруг делаем добрыми. Они все с улыбками обязательно. Все вот это зверье хищное. Оно все с улыбками и все с вот такими большими глазами. Как мы. Как мы меряемся? О, вы думаете, кстати, что мы не воюем? Я забыл вам сказать. Это же очень интересно. У вас не должно быть заблуждений, что зрительный человек не воюет. Он тоже воюет, просто по-своему. Мы воюем, кто больше вдохновляет, да? Кто красивее, кто тоньше, кто лучше производит впечатление. Ну и напоследок перед принятием, по каким законам мы живем, да? Я думаю, что вы уже все поняли, мы живем по справедливости, только не по совести, как живут анальники. И не как нам диктует наша идея, как живут звуковики. Мы живем по-человечески. По-человечески, по-хорошему, по-доброму. Да? Вот так.
Вот так. Мы настолько можем жить по-человечески, что наш муж лежит годами на диване, и мы вокруг него танцуем танец, и все увещеваем, что вот мы показываем, как нам плохо, как мы страдаем, как всем было бы лучше, если бы он встал и что-то сделал. Но мы не можем взять и рявкнуть. Мы все ждем, пока он поймет по-человечески. Видно, слышно меня? Поставьте плюсики. А то пишет, что пропало видео. Все окей, да? Ну окей, так окей. Итак, друзья, последний у нас остался с вами слайд по зрительному вектору. В оральный мы, видимо, уже не пойдем, потому что я растекся мыслью по древу. Но я надеюсь, зато вы глубже поняли зрительный вектор. Я хотел завтра сделать вебинар покороче, ну, значит, он будет просто подлиннее, да, он будет такой же, как и сегодняшний, он тоже будет 3-часовой. Вот, потому что к диагностике будет еще оральный вектор. Друзья, вы поставьте мне плюсики, а чего вы молчите? Что-то мне дискомфортно. Меня точно слышно и видно? Жду. Жду. Что-то нет обратной связи у нас. Так, 300 человек в эфире. И нет обратной связи. Пропала. Пропала. Так. Ну что, появились? Появились звуко-видео, да? Окей. Я не знаю, когда вы пропали, друзья, но, видимо, этот кусочек вы сможете досмотреть уже на видео. Давайте последний слайд разберем по зрительному вектору, и я отвечу на ваши вопросы, которые написаны там вверху в разделе «Вопросы». Значит, в чем у нас сложности с принятием? Ну, конечно, людям тяжело принять многим людям, кто чувствует себя хорошо и спокойно, им тяжело принять нашу суетливость и пугливость. Что мы везде видим какой-то повод беспокоиться, что мы переживаем по любому поводу, что где произойдет, как пойдет. Не только эти пресловутые «одел ли ты шапку», а реально практически на каждом шагу: поел ли ты, не голодный ли ты, хорошо ли себя чувствуешь, что-то мама сегодня долго не звонит. Ну, то есть совершенно любое отклонение от наших ожиданий, а наши ожидания могут быть совершенно спонтанными, оно может привести к тому, что мы начинаем суетиться и беспокоиться. А накручиваем мы себя, мы как Феррари разгоняемся. За 5 секунд эмоционально. Вот. А что надо понять? Что надо понять про зрительный вектор, чтобы отнестись к этому с пониманием? Надо понять, что мы же все-таки бессильны, да? Мы же бессильны перед жизнью. И, конечно, для менее развитого зрительного вектора это страх. То есть нам реально все время страшно, что что-то произойдет. Мы боимся, что мы не справимся. И наоборот,
А развитый зрительный вектор, он беспокоится о вас по-настоящему. Это не то, как мы беспокоимся, да, кто не в зрении, кто не в зрительном векторе. Мы беспокоимся, знаете, так больше для проформы. Ну как ты? Как дела? Как сходило? Что понравилось, да? Ну это скорее любопытство там или просто поддержание контакта. Ну или как бы какие-то более такие поверхностные эмоции. Но зрительный человек, понимаете, особенно близкий, он по-настоящему сливается с вами. Он начинает жить вашими желаниями, как своими. Поэтому, когда он беспокоится, про поел ли ты, как чувствуешь, и шапку, он действительно переживает про вас. Это не шутка, это не клоунада, это по-настоящему человек заботится, понимаете? Дальше наша излишняя эмоциональность. Да? Вот это наша амплитуда, когда мы то в истерике, то в спокойствии, то в печали, то в грусти, то мы радуемся. И вот это вот постоянное вверх-вниз, 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 от этого можно, конечно, сойти с ума. Тем, кто не в зрительном векторе находится. Понять это сложно, но при желании можно, если вы поймете, что вообще эти люди распробовали вкус эмоций. Кстати, да, вот если вы обратите внимание, у кого нет этой колбасы, да, вверх-вниз, вы же почти не чувствуете эмоций. У вас 2-3 эмоции по жизни. Одна из которых как бы не трогайте меня, не беспокойте меня по пустякам. Ну, то есть мы же отгорожены от других людей. И вот этот вкус эмоциональный к жизни, мы же его не имеем, да? Вот если вы с этой точки зрения посмотрите, то вы увидите, что зрительный человек, он кайфует, он имеет совершенно другое переживание жизни, так что есть чему поучиться. Вот. Вы на этом фоне можете почувствовать не просто его избыточную истеричность или эмоциональность, но вы можете почувствовать недостаток своей способности переживать эмоции, свою закрытость. Ну и звуковиков, вот их больше всех. Да, именно звуковиков. Бесит показушность. Вот эта вычурность. Знаете, еще это иногда понты с иронией к вам, что вы типа люди другого уровня. Мы же как бы, мы стремимся в богему. Мы стремимся попасть куда-нибудь вот наверх, где звезды, да, вот Голливуд, это вот наш зрительный рай примерно там где-то в Лос-Анджелесе находится. Вот, а нашему суровому звуковому брату чертовски не по вкусу ваша показушность зрительная. Почему? Потому что мы люди глубины. Мы люди содержания, а не формы. И когда у людей слишком большой акцент на форме, нас это раздражает. Нам кажется, что они пустые внутри. А что надо понять? Что надо понять? Надо понять, что человек, который столько акцентов делает на внешнем, ну, во-первых, он действительно чувствует недостаток какой-то внутренней глубины, да? А во-вторых, это его способ быть нужным. Но он же пытается как-то ему же надо завоевать внимание других людей. Он старается, пытается как может. Это не очень развитое зрение, конечно. Ну, ребята, как есть. Ну вот так, друзья мои. Вот так. Зрительный вектор у нас устроен. Я надеюсь, вы почувствовали, распробовали. Где-то у нас получилось с вами по 1:20, да, на каждый вектор. Немножко подольше, чем я планировал, на 20 минут, но ничего страшного. Ничего страшного. Ну что, 4 вектора, половину коллективного бессознательного и подсознательного мы с вами осилили.
Я надеюсь, вам понравилось. Давайте я поотвечаю немножко на ваши вопросы. И мы после этого с вами закруглимся. Значит, завтра у нас... Я хотел завтра 2-часовую встречу сделать, но, видимо, она тоже будет 3-часовой. Первый час будет оральный вектор. Потом немножко поговорим про диагностику. Потом я расскажу вам про свой большой тренинг по векторам, куда я хочу вас пригласить и реально раскрыть перед вами всю картину. Воистину, она великолепна, она системна, она интересна, она глубока и она захватывает. Так, читаю ваши вопросы. Если все нижние живут в пространстве, то смысл квартилей времени. Про квартили это другое, я тут про них не говорил особо, да. Где живут и квартель это разные вещи. Немножко разные, просто имелось в виду, ну, скажем так, в рамках нашей встречи с вами ознакомительной. Это мы не будем разбирать, туда не пойдем. Слава, планируется ли проведение очных мероприятий в Санкт-Петербурге и когда? У нас будет, у нас проходят регулярно очные мероприятия в Санкт-Петербурге, но это другие тренинги, это не тренинги по векторам. Я очные мероприятия делаю по практике. Практически, где мы реально делаем упражнения, где мы делаем медитации, где мы встречаемся, мы играем в игры, мы включаем в себе вектора и всякие состояния, то есть вот такие вещи. Но мы не делаем мероприятия по векторам, потому что сами вектора, их вполне можно рассказать и через интернет. Вот. А так ближайшее мероприятие у нас будет сразу после, значит, у нас будет сейчас закончится завтра вот этот мини-тренинг, потом у нас будет большой тренинг по векторам, там будет 12 занятий по всем векторам и именно с раскрытием системы. А потом следующий тренинг будет в Питере, но я не помню какой. То ли это будет пробуждение силы, то ли освобождение. Вот. Так. Как отличить... Не буду обсуждать там, как отличить четырехвекторных. Мы же про это не говорим сейчас, да? Я не про смешение. Мы сейчас только знакомимся с отдельными векторами. Как общаться и понимать звуковика. Ну, вот как общаться и понимать звуковика, это, конечно, вопрос по теме. Это вопрос по теме. Вот давайте на него я вам отвечу. Значит, перед вами представитель звукового вектора. Он немножко погружен в себя. Возможно, он не замечает вас. Возможно, вы уже звали его 3 раза, но он все еще не замечает вас. Как же с ним общаться? Ну, во-первых, это будет непросто. И сразу же надо отбросить какие-либо ожидания на тему того, что это будет легко. Да? Человек, который в звуке, и у которого еще сам звуковой вектор в какой-нибудь идее глубокой, он вас не впустит глубоко к себе быстро. Вам надо будет как бы реально показать, что вы действительно разделяете с ним его идею. Вот тогда вы можете попасть в тех, кого называют своими товарищами. Да? Товарищ — это тот, кто вместе со мной следует одной идее. Это те, с кем мы вместе. Это, в принципе, это братья по идее, да, товарищи. Есть разные отношения в разных векторах. В анальном векторе это дружба, мужская, настоящая, с пивом, баней, ну там и рыбалкой и прочим. Есть женская дружба, это зрительная дружба, да, когда мы такие как бы 2 подружки такие, делимся эмоциями, вместе в магазин ходим, шопинги делаем. Есть кожное партнерство и конкуренция, есть обонятельные союзы и враги, да? Есть мышечное и оральное
ощущение общности, что мы принадлежим к единому какому-то организму, телу. И есть уретральное и звуковое товарищество. Товарищество, да. То есть те, с кем мы вместе строим общее будущее. Вот дружба — это общее прошлое. А товарищество — это общее будущее. А партнерство — это общее настоящее. Вот так складываются отношения. Так вот, чтобы вас звуковик пустил в товарища, вам, конечно, надо будет показать, что вы действительно привержены его идее. Вот. До этого вы для него всегда будете за рамками его. Он будет с вами общаться, но это будет более формальное общение. Более формальное. Если он раскрыл в себе вот это вот состояние Творца, то он может пытаться вас зажечь, привлечь, показать вам выгодные стороны своей идеи. То есть, смотрите, чтобы общаться со звуковиком, надо общаться на уровне понимания, на уровне мысли. Ему не очень интересно, как у вас там эмоции колбасятся внутри. Это ему и так понятно. Ему не очень интересно там поесть, попить, погулять. Это тоже ему так понятно. То есть, если вы готовы говорить, то говорите про смыслы, про понимание, про какие-то концепции. Нащупайте, чем он живет, какой идеей он живет, что им движет, какой энергией. Что он понял, что не понял, какой ответ он ищет, как он его ищет. Да? Вот через это можете попробовать к нему присоединиться. Дальше читаю. Насчет звукового вектора и его поиска смысла жизни. Насколько я помню, одного только звукового вектора у человека не бывает. Да, у человека в среднем 5-6 векторов сегодня в развитой стране, в большом городе. Должен быть еще один нижний. Да, как минимум один нижний есть у всех обязательно. То есть, когда звуковой вектор ищет смысл, он ищет его по нижнему вектору. Такое бывает, да. То есть, если у нас есть, например, шестивекторный человек, анально-кожно-мышечно-звукозрительно-оральный, то с большой вероятностью он будет искать идеи именно в этом порядке. Он будет сначала искать их в семье, в дружбе, в отношениях, потом он пойдет в полезность, в деньги, потом найдет в общении, в коммуникации, в разной последовательности, в смысле, он переберет эти все. Потом он посмотрит на любовь, на образ, на внешнее, и потом перейдет вовнутрь. Это называется проснулся звук, да? Проснулся звук. Вот вы можете сразу отличить человека, у которого звук проснулся или нет. Человек, у которого звук проснулся, он всегда видит проблему внутри, а не снаружи. То есть он никогда не винит никого вовне. Вот это точный признак того, что звук проснулся. То есть человек понял, что он является творцом своей судьбы. Вот. Но дальше он пойдет уже вне зависимости от векторов. Дальше он будет уже, докуда дорос, такие идеи будет искать. То есть все идеи, на самом деле, чтобы вы понимали, да, все идеи в мире уже есть. Никаких новых, ни одной новой идеи вы никогда ни от кого не узнаете. Почему? Потому что такое идея? Это же понимание, как устроен мир. То есть это же уже работает, да? Все идеи уже есть, они уже все уже написаны. Уже по ним работает Вселенная. Просто некоторые люди дорастают до некоторых идей. Некоторые еще не доросли, а некоторые уже давно доросли до какой-то более глубокой. Но сам список идей-то есть, да? Вы просто поднимаетесь по нему вверх. Поэтому это даже так называется открытие, да? То есть ты открыл то, что уже есть. Мы не можем открыть то, чего нет. Мы открываем то, что уже есть. Просто для нас это было закрытым, а теперь оно открылось. Так, дальше. Реализация сначала нижних векторов в дальнейшем дает энергию и желание на реализацию более верхних. Через какое-то время происходит развитие всех векторов и увеличение желания векторов.
насколько это не так работает. Это, ну, не буду комментировать, сложный процесс, но в целом работает не так. Елена. Как помочь человеку со звуковым вектором найти себя? Это ребенок 16 лет. Рассказывали все, как будто с него списано. Ну как помочь найти себя? Никак вы не поможете ему. В 16 лет вы уже никому не поможете. Вот есть такая штука как раз у зрительного вектора, у зрительных мамочек. Им кажется, что они могут помочь кому-то, кто старше 13 лет. А на самом деле помочь никому нельзя. Когда ребенку за 13, это уже взрослый человек. Понимаете? Это взрослая особь. Мужская или женская. Это он для вас еще ребенок и всегда будет ребенком. И даже когда ему будет 50, ты для меня будешь ребенком. Ну, так это же ваша проблема, что это для вас ребенок. А по факту это взрослый человек. Понимаете? Все, он уже как бы сформировал свою картину мира. Он уже знает, что он знает и чего не знает, и у кого он это будет брать. Вы больше не являетесь для него авторитетом. Все, что можно было дать, надо было давать раньше. И помочь, откуда берется эта идея в зрительном векторе? Помочь другому. Как помочь моему мужу выйти из ступора? Как помочь моему мужу начать двигаться? Как помочь моему ребенку? Себе помогите. Для начала себе. Потому что вы заняты вместо своих проблем чужими. Да? Помочь нельзя, потому что вы вмешиваетесь в чужую жизнь взрослого человека. Вмешиваться можно, пока ребенок. Он для этого и есть ребенок. Взрослый не пустит. Никогда не пустит. Взрослый должен хотеть сам. Ему нельзя помочь. Вот когда сам хочет, тогда можно помочь. Если сам не хочет, то не поможете. Но если хочет сам, он и без вас справится. Помочь идея берется у зрительного вектора, потому что у него есть внутри ощущение, что он может вдохновить, да, поменять поведение другого. Только вместо того, чтобы вдохновлять, работая над собой, да, вдохновляет-то что? Когда ты живешь офигенно круто. То есть я хочу, вот я смотрю, как ты кайфуешь, как ты выглядишь, как ты получаешь кайф от жизни, как ты разговариваешь, как ты дружишь, как ты работаешь, какой продукт ты делаешь. Блин, я хочу так же, а? Вот так можно помочь, когда вы вдохновляете меня, да? То есть, когда я хочу быть таким, как вы. Вот только так можно помочь. А когда вы приходите и говорите мне, что со мной что-то не так, и вы хотите мне помочь, знаете, что я вам скажу? Идите куда подальше. В себе покопайтесь, что с вами не так, что вы к другим людям приходите. То есть это что такое? Зрительный человек хочет помочь другому, когда он не делает работу над собой. Да? Сделай себя настолько вкусной, настолько научись получать удовольствие от жизни, наслаждаться, чтобы он хотел с тебя списать это состояние. Вот тогда поможешь. А больше никак. Больше никак взрослым людям помочь нельзя. Вячеслав, для звуковой женщины природа приготовила мужчины. Или таких уже и не будет. Почему не будет? Все в порядке. Все мы имеем право на счастье от природы. У природы нет злых шуток, друзья. Запомните это, у природы нет злых шуток. Она никого не рождает, чтобы он изначально был несчастлив. Мы все дети того общества, в котором мы находимся, в котором мы родились. И, конечно, в нем есть все, чтобы мы были счастливы. Да? Вот рыба рождается, у нее же все есть для счастья. Она хочет есть, вокруг плавает еда, водоросли там или другие рыбы. Она хочет плавать, у нее есть плавники. Она хочет дышать, у нее есть жабры. Да? И у нее есть среда, вода, в которой ей хорошо. То есть каждое живое существо на планете Земля рождается в таких условиях, чтобы мочь быть счастливым. Обязательно. Так, последний вопрос возьму. Последний вопрос какой-нибудь интересный. Бывает ли у зрительника стремление к суициду? Нет. Ну, смотрите,
надо разделить две ситуации. Бывает ли такое, что зрительник показывает стремление к суициду? Сплошь и рядом. Наестся таблеток и потерять сознание. Но с надеждой, что все-таки выживут, но зато все остальные просрутся. Вот это да. Показать им, какого человека они могли потерять. Вот это да. Такой эмоциональный шантаж. Вскрыть себе вены, зная, что папа придет через 5 минут и достанет из ванны, заклеит и будет целовать губы, лобик и говорить, как же он довел так свою девочку, бедную доченьку. Такое может быть, да. Позвонить и сказать, что я там погибаю, умираю, мне плохо, и я сейчас наемся таблеток, предупредить, потом наесться. Это тоже, да. Ну, то есть такие больше театральные выступления. Постановочные. Постановочные. Вот звуковой человек, например, никогда не будет никого предупреждать. Что, взял ружье и застрелился там, как Курт Кобейн, например, да? В окно прыгнул, чтобы чувство полета испытать. Тоже легко. Нас вообще притягивает бездна, да? Вот если взять вектора, то все вектора пугаются, когда стоят на краю бездны. Кожник посмотрит так, скажешь, высоко. А Налик скажет, детки, не подходите, там очень высоко упасть можно. Мышник и не пойдет. Оральник глянет, присвистнет, скажет, хрена себе, сколько лететь. Вот, зрительник скажет, ой, как страшно, Господи, ты, Боже ты мой. А что захватывает, да? Обонятельнику нечего там делать, он занят делом. А вот уретральник и звуковик, когда смотрят в бездну, в пропасть, она их притягивает, понимаете? Два вектора смотрят в бездну, и она их притягивает. Потому что Ницше хорошо сказал, да, если долго всматриваться в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя. Да? Вот она всматривается в нас, особенно в звуковиков. В ней есть магия. Магия бездны, вот это вот масштаб, лед. От этого такие ощущения в теле, острые. Ну, а в натуре самоубийства нет. Вот вы можете взять статистику, например, уголовную, там интересный факт есть, да, что женщина никогда не заканчивает жизнь самоубийством выстрелом в лицо. Такой вот есть факт в криминологии, криминалистике. Ну что, друзья мои, давайте на этом закончим. Спасибо вам большое за внимание. Я буду очень вам благодарен за отзывы по поводу второго дня. Я на самом деле очень благодарен вам за отзывы по первому. С большим удовольствием почитал, порадовался, испытал радость Творца, да, то есть присоединился к тому, что вам понравилось. Значит, завтра у нас оральный вектор диагностика. Вот, надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вы что-то узнали интересное. Поделитесь, что. Вот. Мне будет тогда легче пригласить других людей на этот тренинг, сказать им, что здесь есть что-то стоящее, интересное. А что с кругом на зеркало? Спрашивают. А круг на зеркало будет завтра, друзья мои, завтра. Завтра. Ну все. Еще раз буду очень благодарен вам за какую-то обратную связь, какой-то отклик. С вами был Вячеслав Юнев. Если вам начнут писать всякие гадости про меня, не верьте, это просто злобный, завистливый человек. Хочет отнять у нас с вами это очень интересное, полезное, великое знание. Вот. Поблагодарите его и будьте здоровы и счастливы. Всем пока.